Всем привет, это сериал про бизнес в татуаже. Это сериал о том, как мы с Еленой Нечаевой вместе строили бизнес и как у нас один человек смог украсть половину филиалов. Сегодня мы будем разговаривать об Анне Куцеволовой. Если это первая серия, которую вы смотрите, обязательно перейдите по ссылке в описании к этому видео, там есть полностью сериал. Мы поговорим о том, как и когда вас может предать человек, который был с вами на протяжении 5 лет, и мы расскажем, как мы из этой ситуации вышли. Но прежде чем мы приступим, позвольте рассказать, что мы имели к 2018 году. Мы открыли филиалы в 7 городах, и у нас было 8 студий. 2 в Краснодаре, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе, в Казани, в Ростове-на-Дону, в Новороссийске и в Иркутске студии были закрыты в прошлом году. Мы об этом рассказали в прошлом видео. В целом компания была устроена следующим образом. В каждом городе было открыто отдельное юридическое лицо, учредителями в которых являлся я на 50% вместе с партнером в городе. В Москве была Ксения Старшинова, в Санкт-Петербурге Анна Куцеволова, в Ростове-на-Дону Оксана Фомкина, в Воронеже Всеволод Удодов, в Казани Маргома Степан, в Уфе Алина Рамазанова, и в Краснодаре была партнером Белла Разманова, и еще один филиал принадлежал нам. Вроде никого не забыл. И управлялось это все через единую управляющую компанию, которой руководил я. Управляющая компания, в ней находился колл-центр, отдел маркетинга, отдел IT, в общем, все, что связано не с татуажем, а связано с обеспечением этих услуг. Также в управляющей компании хранилась база на наших серверах, которые Анна Куцеволова и ребята, которые к ней примкнули, просто из компании украли. В этом видео будет хронология того, как это происходило. Приятного просмотра. Всем привет! Сегодня мы говорим о 2018 году, самом, наверное, стрессовом году из всех, в которых мы работали. Мы находимся сейчас в нашей краснодарской студии. Это та студия, откуда все началось. Она пуста сейчас, и она пуста, потому что конец рабочего дня, но она должна символизировать как раз-таки то, что мы осиротели на целых 4 студии в этом году, в 2018. И это как-то должно символизировать наше мироощущение в тот момент. А сзади находится место, где Лена все время снимала свои ролики. Вы видели ее с другой стороны. Так как мы говорим о прошлом, и даже сейчас мы говорим, это 2018 год, хотя сейчас 2020, прошлое — это всегда призраки. Вот здесь, за стеной, Лена всегда снимала свои ролики. Те ролики, благодаря которым вы, собственно говоря, и подписались на этот канал. Сейчас у вас есть возможность посмотреть на нашу работу и на Лену как бы изнутри, со стороны, и немного изменить свою точку зрения и вообще изменить свою картину. Итак, 2018 год. Болью каждого человека, который работает в индустрии красоты, и не только, я вам открою тайну, является маркетинг и продажи. Продажи в меньшей степени, потому что, в принципе, вы можете продавать сами, и, как показывает практика, никто не продает лучше, чем сам человек, который делает эту услугу. Но маркетинг — это боль, которая плач Ярославны каждого предпринимателя. И каждый торопится эту штуку себя спихнуть и найти исполнителя, потому что это действительно сложно. И у нас такой исполнитель был долгое время, и он работал, и я рассказывал о том, почему он ушел в прошлых сериях. Он просто выгорел эмоционально и не готов был расти. Мы росли, а он расти не мог делегировать, и в итоге человек просто выгорел, устал. В этой ситуации, опять-таки, он не виноват, но нужно было искать людей. Я помню, что мы перебрали несколько человек, мы постоянно перебирали, пробовали. Я помню прямо сейчас, что очень часто я уходил работать, у меня нет офиса, и вообще как такового никогда не было, и я уходил работать в коворкинг. И вот я сижу в коворкинге, ко мне приходит Лена, и в этот момент я начинаю общаться с одним из кандидатов потенциальных, которой оказалась Даша. Ее фамилия, как ее фамилия? Остин. Дарья Остин. Настоящий. Да, причем она утверждает, что настоящая, но я бы ей не особо верил. В общем, женщина крайне компетентная в маркетинге. Действительно, она очень хорошо в этом разбирается. Мы с ней буквально прошлись тан-тан-тан. Я понял, что она то, что мне нужно. И мне настолько хотелось ее нанять, что я даже не стал спрашивать или требовать рекомендаций. Это была большая ошибка, потому что до этого я всегда требовал рекомендаций, если человек не предоставлял. Звонил прям.
Я звонил по рекомендациям, спрашивал, а что от человека, как, а что и почем. Если человек не предоставлял эти рекомендации, я его не брал. Здесь же настолько это прям на больное мне наступило, что Лена сидела рядом. Ты была рядом? Да, я была рядом, и ты прям вот... Да, я ж слушала, и я понимаю, что он ей вопрос, она ему отвечает, его все устраивает. Восторг. Наконец-то нашли. Она классная была? Да, она была как маркетолог, она действительно классная. И в этот момент мы принимаем решение с ней работать. И обычно политика моя такая, я не вмешиваюсь в работу профессионалов. Если человек профессионал, как говорится, мастер есть, не хрен лезть. Вот так же и здесь. Есть профессионал, пусть работает. Но Даша, она захотела изменить вообще структуру компании. И она сказала, что вы работаете сейчас с нищебродами, нужно повышать чеки, нужно делать переупаковку, нужно делать так, чтобы каждый мастер зарабатывал, там у него был чек по 20 тысяч рублей. Мы не особо в это верили, серьезно. Может быть, это возможно было сделать при помощи маркетинга в крупных городах, в Москве, Питере, в Краснодаре, к сожалению, это сделать невозможно. В Уфе точно невозможно. Но, тем не менее, я говорю, окей, пробуй, пытайся. Она подготовила, она очень активная. Она спорила со мной, она кучу подготовила материала. И при этом, действительно... Прикольные креативы, да, какие креативы были прикольные. Там. В общем, хороший специалист. И мы, в общем, были рады. Наконец-таки эта проблема решилась. И тревожные звонки начали поступать тогда, когда первый раз у нее возник конфликт по-моему, с Ирой Махашвили. Или с Юрой. Но я не была погружена в это. Относительно того, что ей не заплатили деньги с Ирой Махашвили. Смысл какой? У нас платится до 25 числа аванс всем сотрудникам текущего месяца. И с 5 по 15 число, по 10, не помню, по 15, по-моему, число выдается зарплата следующего месяца за отчетным. Тут наступает, естественно, мы там скидываемся в общий котел партнерами, чтобы за все это заплатить. Тут наступает, например, 3 число, и Даша требует зарплату себе и сотрудникам. Ира говорит, Даша, у нас вообще-то с 5 по 15 мы консолидируем средства, передаем и так далее через управляющую компанию. И она устроила истерику, просто истерику. Да я вас там просто порву. Она начала угрозы сыпать. И вы там мне, да я вас там за эту историю, вы там нашу удаленных сотрудников, моих ребят, вы им не заплатите, только попробуйте. Ира пересылает мне все это. А Ира очень адекватная. Она пересылает мне это, я думаю, ни хрена себе, вот это звонок. Иногда такое может быть, когда у вас удаленная коммуникация, что-то трактуется неправильно, что-то человек не видит эмоций, не видит мимики. Вот я с вами разговариваю жестами. Это многое тоже для вас значит. Когда же ты просто печатаешь, человек может воспринять короткую фразу, например, как грубость или как угрозу. Поэтому я думаю, так, хорошо, надо все это разрулить. Вроде бы мы встретились, вроде бы разрулили, все хорошо. В 2018 году, весной, мы встретились в Питере всеми партнерами. У нас были, в принципе, такие встречи регулярные, более-менее, но здесь была пауза, несколько лет мы не встречались. И мы решили встретиться, посмотреть на то, как открыла студию Аня, как она работает, какие у нее успехи. И мы встречались только партнерами, а здесь еще главы отделов всех ты пригласил, помнишь? Да, здесь я решил немного расширить, пригласить главы отделов, познакомил на свою голову Аню с директором по продажам Анной Горских, познакомил с Дашей, маркетологом, и, в общем... Махашвили приезжала, да, Ира. Нет? Но не столь суть важно. У меня есть видео. Мы вставим это видео, вы посмотрите, что оно, о чем, но вот Аня Горских здесь вещает. В зависимости от того, как будет занята Аня, к 1 либо к 9 апреля мы сделаем новые чек-листы и скрипты мастеров. И я смотрю на лица своих партнеров, они несчастливы. Я пишу, что эти счастливые лица наши партнеры, но они на самом деле несчастливы. И на этой встрече, основной целью этой встречи для меня было прежде всего вывести себя из операционки. Это самая частая ошибка предпринимателей, когда встречаются два партнера и говорят, давай 50 на 50 разделим бизнес, ты будешь делать это, я буду делать это, мы все будут счастливы, а прибыль пополам. Вроде бы все отлично, все хорошо, но завтра твой партнер говорит, слушай, а я не буду делать это. Или начинает делать плохо. Ты говоришь, делай хорошо. Он говорит, как делаю, как могу, что не нравится, пошел нахер, я партнер. Это конфликт, его надо избежать. И на самом деле компания подорвалась на этой мине у меня. Потому что если бы с самого начала мы обсудили и сказали, смотри, ты выполняешь две роли. Первая роль, ты выполняешь функцию инвестора,
Ты инвестируешь в то, чтобы компания появилась на свет. Соответственно, как инвестор ты претендуешь на часть прибыли. Ну, если это 50%, то наполовину. Но в то же самое время ты являешься еще и, если мы говорим о девочках обычно, а это были девочки, ты являешься еще и руководителем или там, тренером студии. Тебе положено за то, что ты выполняешь работу внутри этой студии, ты получаешь зарплату как мастер, ты получаешь зарплату как тренер. И если вдруг в студии нужен директор, а ты не готов еще тянуть эту обязанность, то нанимается внешний директор, и мы платим ему рыночную зарплату, чтобы в случае чего, в случае, если он уйдет, компания не отвалилась. Потому что если завтра ты скажешь, все, я ухожу, что дальше? И второе, то же самое у меня. Я, когда устанавливал отношения со всеми мастерами, со всеми партнерами, мы подписывали договор о намерениях. Это штука, которая не имела юридической силы, но тем не менее она могла как-то объяснить в тексте, кто и на что подписывается. В договоре о намерениях, который я подписывал, изначально предполагалось, что я буду отвечать за маркетинг и за продажи. То есть я говорю, что ты отвечаешь за обучение мастеров, а ты отвечаешь за продажи, а прибыль пополам. Ну, собственно говоря, как в любом другом нормальном новеньком бизнесе. И когда я понял, что у меня 9 филиалов, и я взялся отвечать за маркетинг в каждом из них, и я взялся отвечать за продажи в каждом из них, мне просто не хватит на 10, 11, 12, и эти 9 меня уже сжирают. Я понял, что здесь ошибка произошла. Вот здесь нужно искать проблему. Нам нужно разделить функции инвестора и функцию руководителя и оплатить каждую из них. Инвестор получает дивиденды, но ни на что не влияет, кроме найма директора и общей стратегии компании. А непосредственный руководитель или там, главный тренер, или директор по маркетингу, или директор по продажам, в случае, если он уйдет, не оставляет компанию сиротинушкой. Это очень было важно для меня. К сожалению, я столкнулся с противодействием. Опять-таки у меня не было, знаете, есть такое... Когда выбирают римского папу, собирают всех этих кардиналов в одном соборе, и пока дым из трубы не пойдет, ну, грубо говоря, пока они не примут решение о том, что папу выбрали, их не выпускают. Хочешь, грызи друг друга, убивай друг друга, но ты должен прийти к заключению. Это очень мудрое решение. К сожалению, нас никто не запирал. Я в итоге психанул, потому что я был вот реально в взведенном состоянии, я был вымотан. Еще при общении с одним из партнеров, Севы, который просто отличается уникальной способностью выводить людей из себя. То есть этот день, когда Сева себя так повел, потому что он себя повел по-свински прям, он тебя без конца перебивал, он нудил, то есть это его черта, пока он не договорит, невозможно слов вставить. И в итоге ты сказал, все, собрание закончено, потому что там даже не о том, о чем ты говорил, а о том каких-то проблемках в Воронеже речь шла, там никому это не было интересно. Собрание закончилось, мы ушли, и ты пошел к Севе и сказал, Сева, я с тобой больше не хочу работать. Вот в тот день, я помню, в кафе вы сидели, ты сказал, все, мне надоело, прям вот с тобой невыносимо, мы закрываем филиал в Воронеже, там, делим все как есть, там, базу тебе оставляем, все, просто ты больше не в системе. И вы там разговаривали час-полтора, нашли все-таки общий язык, Сева, видимо, не хотел уходить, он очень не хотел уходить. И все закончилось. На второй день у нас еще был балет, мы пошли всей толпой балет. У нас еще был день, когда была презентация Даши, когда она говорила, кто она, какие планы, там чеки, трали-вали. То есть все же хорошо было на самом деле. То есть собрание провалилось, но завтрашний день все поправил, потому что выступил отдел продаж в виде горских, выступил маркетолог. Да там все спали, сидели. Ну они такие просто, Дима. В смысле спали? А когда они были активными? Они сидели, Богдан, Аня там, Богдан волосики крутит там. Они вопросов никогда не задавали. Ты забыл, что ли? Мы их все время пытались зажечь. Давайте это, давайте то. Они как унылое говно. Ну правда, что уже? И как раз твой вот этот пост был о том же. Потому что Даша только пришла, она горела, полыхала, она классная, она зажигалка, она, просто реально зажигалка на всех. И она там такую презентацию, она там вот так вот, она подготовилась действительно. То есть я вообще смотрю, думаю, боже, какой красавчик, они сидят. Вот это вот, блин. Это просто была какая-то срань. Это был Сева, который тебя разозлил, и собрание провалилось. Но ты все равно большую часть сказал, даже более того, ты все сказал. Просто как бы партнеры не высказались. Мы не пришли к консенсусу в итоге. И самое главное, что бы мне хотелось от них получить, это то, что я хотел бы услышать каждого, услышать, пообщаться с ним, какие-то, может быть, я опять-таки... Возможно, изменить. Да, я не идеален, я могу ошибаться, мы можем обсудить. Проблема в том, что они молчали. Это они всегда просто была сидели и вот так вот
боялись и вели себя как, ну, не знаю, как трусы какие-то. Потому что ты должен за свой бизнес отвечать, ты должен общаться, ты должен инициировать, даже если это конфликтно, даже если жестко. Что ты замыкаешься в раковине? Общайся. Ну, так было все время во всех чатах. У нас были чаты для топов, у нас был чат для топов. То есть там все топы со всех городов, все новинки обсуждаем, какие-то вещи там я их заставляю делать, ставлю задачи, там пишу общее, чтобы каждому не писать. И в итоге все разговоры мне писались в личку. Мне Алина пишет в личку. Я говорю, да что ж ты пишешь в личку, я потом вынуждена буду это всем рассказывать. Там Аня пишет в Куцеволова в личку, там, короче, в итоге все чаты мертвые, официальные, а в личку кипит. И, ну, это было не Может быть, люди боялись общественного осуждения, показаться тупым, показаться глупым. А Жадным. что уж далеко ходить, может быть, моя личность сама вызывает у людей мало желания со мной общаться. У тебя не было в чате топов? Там Нет, было я не только про это. Я про то, что даже Женя не захотела со мной общаться. Помнишь, когда была ситуация с партнерством? Она сказала, что я не хочу с Димой общаться, а то он меня переубедит. У него есть такая черта, что он очень четко, логически обосновывает все свои мысли. И бывает такое, что я такая эмоционально с ним не согласна, и мне хочется сказать, ой, все, а потом он приходит и мне разжевывает по полочкам, и просто вот так у меня щелчок, я просто понимаю. То есть где-то я готова была вспылить и сказать, да ну нафиг, вообще не катит, нет, я так не считаю. И мой мозг информацию, когда воспринимает, которую он сложным путем дано. Короче, у тебя есть эта особенность, и ее многие боятся. Они не хотят от своей правды уйти, они хотят с ней остаться, но в личном разговоре с тобой, скорее всего, они вынуждены будут признать, что ты прав. И все. И поэтому они часто это не... Человека очень пугает изменение его картины мира, какой бы эта картина ни была. У каждого картина мира разная. Например, у нас она одна, она опять-таки субъективная очень. У миллионера другая, у бомжа третья, у наркомана четвертая, у Куцевола, которая украла и предала нас, она пятая. У Старшиновой, Рамазановой, Размановой. Да, у всех этих людей эти картины мира разные. И когда твоя картина мира меняется, это связано со стрессом, очень серьезный стресс. И, как правило, гораздо чаще люди предпочитают не менять картину мира и остаться в заблуждениях. Вот если вы помните «Матрицу», Нео предлагали 2 таблетки. И Нео выбрал правду, а там был Бородач. Он выбрал, чтобы его снова погрузили в «Матрицу», и он снова все забыл. Не будьте такими людьми. Стремитесь к правде. Это стрессово, это сложно, это жестко. Но вы станете лучше только через способ, знаете как, через этот стресс. По-другому, к сожалению, вы не изменитесь. Итак, сейчас будет склейка и небольшое интервью с Юрой. Это наш системный администратор, наш один из самых близких людей. Я его там представлю и расскажу, что и как. Именно он первый рассказал о том, что назревает не то что бунт. Бунт подразумевает, что люди говорят о том, что не согласны и вешают капитана. А назревает воровство. Ну, просто нас хотят кинуть, у нас хотят украсть филиал. Итак, наслаждайтесь. Одним из людей, которые очень сильно повлияли на то, как закончился для нас этот конфликт, стал системный администратор. Его зовут Юрий. Он работает с нами, сколько уже, Юр? Так, лет 5. Юра — это самый честный человек, которого я знаю. И хронологию мы разберем того, что произошло вместе с Юрой. Юр, скажи, пожалуйста, с чего все началось вообще? То есть в какой момент что-то пошло не так? Ты помнишь хронологию? Да, наверное, началось еще это после прихода маркетолога нового. Угу. Когда наш... А у тебя конфликт с ним был? Да, постоянно. Не в личном каким-то там звонками или переписками, а там, в рабочих местах, там, в Мегаплане, да, где у нас все идет. Ну, это человек, который все под себя греб просто. У меня из этого конфликты возникали с ней, как бы. У Юры за все время не было конфликта ни с одним человеком в компании. Ну да. То есть, чтобы вы поняли, я тяжелый человек, и со мной конфликт вот так получить. Но как бы у нас не было проблем с Юрой никогда. Ощущение было от Даши, помнишь, что она хотела просто всех уволить, почистить и своих привести. Да. Вот прям, она, ну, вот, так она было, прям да. так хотела сделать. Так и было. То есть, я говно для нее был. Угу. Она так и говорила про это.
В Новоконцове так и было. Но, ну, как бы мне-то что обижаться и пакостить я не собирался. Вот где-то с этого момента, это февраль, может, март был, я не знаю, когда это было. Когда она именно уже приступила полностью к работе, я понял, что человек ну, что-то не то делает. Окей, и дальше что? Как развивались события? Напомни, пожалуйста, ты же в курсе. Я помню, секунду вот эту, я помню, когда Юра приехал к нам домой, ты где-то там ходил, что-то делал, а он говорит, такой стоит, что он же 2 метра или выше ростом, такой вот весь. Я говорю, да что такое? Он, надо Диму тоже. Я говорю, да говори, что такое? А я уже, ну, это ничто не предвещало. А он такой, надо Диму, зови Диму. Дима пришел, и он такой, и вот начал рассказывать. Не, ну это был уже тот момент, когда уже, скорее всего, это все свершилось. Угу. Вот. Ну, я ничего не знал о том, что происходит там, у них, у вас с ними, у всех вокруг. Именно в тот момент, когда я приехал рассказать об этом лично, потому что, ну, писать как-то и либо звонить. Нужно было приехать лично и об этом сообщить. Моя память, видимо, в этот момент кто-то поднял. Ты привез с собой, наверное, вот эту ручку из людей в черном да, и пшикнул мне в глаза, потому что я не помню ничего. Ну да, в этот... А я помню, он стоял на кухне, облокотился такой, и вот это рассказывает мне, говорит, ночью Анил написывал, говорит, там, по-братски, слей мне базу, давай скорее, мы ж с тобой там базу. И вот я прям помню. Не, ну я поступил глаза. честно и по отношению к тому, кто это запросил, да, и по отношению вообще к самому себе поступил честно. Я сказал, что предупреди, обговорите, ну, я говорю, так не делается, говорю, это наш рабочий момент, это общее дело наше, и решайте сами вопросы. Но эта информация уже не затаится во мне, она будет разглашена, и в открытую это будет, ну, об этом все узнают, и все. Окей, а что было дальше? То есть расскажи про реакцию нашу. Ты же разгребала это все? Прям реакцию саму... Не нашу, а что ты сделала? Слушай, сейчас бы вспомнить. Ну, я написала Алине. Я сразу ей... Я попыталась позвонить, она была недоступна, я ей написала. Оказывается, в этот момент они отдыхали где-то в Азии, что ли, не знаю. Короче, их не было в стране. И она мне начала писать и говорить, что ничего не знаю, вообще такого быть не может. Потом я тут же... А там ты скрины дал, да, по-моему? Ну, там скрины уже не важны были, так как... Ну как, Короче, не важны, это как доказательство да, было. я Ну, ей что, переслала скрины никто их не переписку. удалял. Да, я ей переслала переписку, и она тогда начала по-другому. Она начала говорить, Анил, какой дурак, вообще дебил, он так подло поступил, мне нож в спину воткнул, вообще, да я с ним разведусь, да как он мог. Она плакала, там, я ей поверила, потому что с Алиной Рамазановой у нас были хорошие отношения, прям она тоже, они приезжали к нам в гости, жили у нас дома, мы вместе отдыхали, ну, постоянно встречи, там, вот это все. И я ей прям сразу поверила, потому что Анил, ну, он такой олух, ну, как бы от него можно ожидать чего угодно было, я не знаю их личных отношений, может, они там разводились, что-то делили, еще что-то, короче, я ей поверила. Окей, мы прошли этот кризис с Анилом, и что было дальше? Что было дальше? Да. И что было дальше? Надо напрячься и вспомнить. Надо потом получается... Да Юра знает все прекрасно, что было дальше. Да? Что было дальше, Юра? Да, ничего хорошего, в принципе, не было. Нет, с одной стороны, хорошо, что отелись нехорошие люди, плохие, да. А ты считаешь, давай про эмоциональную оценку, ты считаешь их плохими или хорошими? Или ты считаешь, что, может быть, обстоятельства сложились так, что они не могли поступить по-другому? Если обстоятельства у них с вами сложились, как они же ваши партнеры были, это как бы одно, да, это решать на вашем уровне нужно было, но по отношению к сотрудникам они поступили просто. Другой вопрос, что люди, которые вносили предоплаты и говорили, ребята... Да, по отношению к клиентам. Да, они поступили так. Клиент вносит предоплату за процедуру в студии. Естественно, это юридическое лицо находится на партнере. Приходит время процедуры, клиент говорит, например, что я хочу процедуру, куда мне обратиться? Вы в Питере закрылись. Мы говорим, ну, ваша предоплата у этих людей. Они говорят, ничего не знаю, я платил вам, будьте добры, верните мне деньги. Мы вернули кучу денег народу. И при этом, как бы, ну, вот так. Ну, вот так. Мы просто не спорили, потому что нам дорого наше имя. Мы могли бы сказать, идите к ним и требуйте. Но это свинство по отношению к клиентам. Мы это все прекрасно поймали, поэтому мы вернули много денег. С компанией, которая, кстати,
никакого отношения к этим деньгам не имело. Это были краснодарские филиалы, это конкретно вот наша студия, в которой мы сейчас сидим. И, конечно, наверное, Юра воспринял это немного болезненно. Да, Ну Юра? да, в первую очередь это нечестно было, а я-то честный человек в большой степени своей жизни, да, и это было обидно. То есть даже тебе это было видно? Да, мне было обидно, потому что у всех с ними у меня были хорошие отношения всегда. Понятно, никаких конфликтов не было, но рабочие отношения, они как партнеры, они, которые платят мне деньги за мою работу. Никогда никаких не было ни стычек, ничего. И здесь просто так вот насрали в душу. Это для меня, лично для меня, да. Как это выглядело? Смотри, если честно, я сейчас, наверное, мой организм в тот момент испытал один из самых сильных стрессов в жизни. И я сейчас не могу даже восстановить хронологию, серьезно. Я не помню, как все было, потому что в тот момент как будто меня ударили битой по голове. Вот ощущения были такие же. Предательство дается очень болезненно нашему организму, и, видимо, он пытается все забыть. Потому что я вот этот месяц май, когда это произошло, я этого вообще не помню. Что там было? Я помню. Ты помнишь, помоги, что было, Я как помню. мы об этом узнали? Вот первый звонок был про Анила, и мы ничего не знали ни про Питер, ни про другие города. И Юра начал рыть, он начал смотреть переписки, потому что он был админом во всех чатах в Телеграм и во всех внутренних чатах, в том числе и в Уфе. И в Уфе была переписка, где... То есть мы сразу обрубили, то есть как только он нам рассказал, мы сразу обрубили все доступы в Уфе к Да, мы абсолютно отрезали всей Уфу, инфраструктуре. мы отрезали, сказали, что, ребята, все, вы не будете получать доступы, потому что мы воспринимаем это как атаку на нас. И мы отрезали их от CRM-системы. И в чате внутреннем уфимском у них шла переписка. Алина мне говорит, я сейчас за границей, я приеду 17-го. В чате он нашел в тот же день, по-моему, переписку, где она говорит, мы 13-го уже будем в Уфе, мы под Нечаевых брендом больше не работаем, давайте придумывать названия, там, империя Нечаевых пала, они там ха-ха-хи-хи, какие-то мастера. И она говорит, собрание будет у нас 15-го, и тут же кидает скрины в чат, где Куцеволова дает доступы ко всем клиентам, которые закрыты. То есть она скринами дает телефоны наших клиентов. И тут же она пишет, 15-го отвалится Москва, Питер и Байбакова. Мы все типа вот вместе это обсуждали. И тут вот у меня вот так вот, я помню, пошла и закурила кальян. У меня вот так пропал аппетит на целую неделю, наверное, потому что я говорю, я человек, который ест всегда, а тут как отрезала. И тебе я потом вот это уже все рассказала, и да, ты подтвердила, обрезаем всем все сразу, как бы о чем речь, если там сговор. А до этого, помнишь, я должна была войти, и они меня все морозили. Я должна была, вот эту часть ты расскажи. Ну, я расскажу ее, но, как бы, наверное, это мы обсудим без Юры, чтобы его не задерживать. Да. Но основное, то, что я помню, это то, что... Давайте для тех, кто сейчас в комментариях напишет, ну, они же люди, они могли уйти. Ну, они же люди, они не рабы. Бесспорно. Любой человек может выйти из сотрудничества, но условия выхода должны обсуждаться. Кому передаются базы, как передаются, когда передаются, в каком объеме, товарные знаки. Это бизнес, это сложно. И мы предполагали, что грубыми мазками процедура ухода каждого из нас из бизнеса, она описана. Еще раз скажу, мы оценивали наш бизнес в годовую прибыль, которую этот бизнес переносил. Соответственно, если партнер хочет выйти, он продает другому партнеру, прежде всего в начале предлагает свою часть бизнеса, и тот по этой оценке ее выкупает. Мы можем обсуждать, эта оценка нет. Но так или иначе, если ты хочешь поступить честно, ты должен обсуждать. В случае с уходом партнеров это было воровство, это было предательство, это было вот то самое свинское поведение, которое мы могли, собственно говоря, ожидать не от того, кто с нами проработал 5 лет или 6, а от того, кто, только пришел. От маркетолога я мог такое ожидать, чужих, да? Да, от чужого человека, но я не мог ожидать это от близких людей. Если бы на тот момент кто-нибудь спросил меня, могут ли кто-нибудь из ваших партнеров так поступить, я бы сказал нет и готов бы был спорить на что угодно. И представляете, как картина мира моя развалилась, когда это произошло. Опять-таки, то, что так случилось, и такой стресс, это бесспорно моя проблема.
Это моя проблема доверия людям, это моя проблема того, как я строил с ними коммуникации. Это моя вина. Мне нужно было не доверять, мне нужно было проверять, мне нужно было устанавливать тотальную слежку, мне нужно было выбирать правильных партнеров, это все понятно. Основной целью этого сериала является наша саморефлексия того, что мы в тот момент чувствовали. Я вас уверяю, если вы мастер татуажа или вообще работаете в индустрии красоты, 100% вы попадете в эту же клоаку ногой. И мы немного вас готовим, делаем вам прививку от этого. То есть ты в итоге узнал из чата Уфимского о том, что готовится переворот такой? Ну, можно и так сказать. Скорее всего, так и можно сказать. И что еще мы там скрывали? У нас потом посыпалось все и в Краснодаре, на самом деле, после того, как отвалились вот эти филиалы. И я говорю: Юр, ну давай посмотрим, что вообще у нас внутри происходит. Потому что мы никогда этого не делали, мы никогда не лазили в рабочие чаты, они там общаются между собой. И тут вообще оказалось, что в Краснодаре тоже у нас как какой-то нарыв гнойный, то есть отвалились филиалы, мы еще пока ничего не объяснили персоналу, а они там уже, во-первых, это долго тоже там по ходу длилось, они организовывали чаты против нас какие-то там, кто-то пришел, они прям пришли обучиться у нас и открыть свою студию, и они там обсуждали название студии, кто там будет работать и каких клиентов подороже забрать, короче. И я, честно говоря, офигела. Ну, вот с этой вот какой-то гнили, которая вот у нас накопилась на тот момент, мы персоналом почти не занимались уже. Занималась в Краснодаре, ну, партнер была Женя, и она занималась ими, она тут с ними варилась, общалась, мы почти не встречались с ними. Ну и, соответственно, в других городах тоже там партнеры были. В компании очень плохо работала служба внутреннего пиара. Что такое служба внутреннего пиара? Это когда учредители, компания достаточно большая, и учредители доносят до сотрудников путем, я не знаю, там каких-нибудь постов в Инстаграм или внутренних Телеграм-сообщений или видеосообщений о том, что они собираются делать и для чего и куда мы вообще идем. И сотрудники, понятно, находились в таком вакууме, и в итоге, итогом этого вакуума люди ненавидят неопределенность. Вот они определились, куда им идти, и опять-таки в этом целиком и полностью виноваты мы. То, что мы не проработали. Мы сейчас сидим, и у нас горит пердак под нами о том, что мы, как они могли, и все такое. Но на самом деле, о чем мы ждали? Люди, они по своей природе вот такие. И, наверное, глупо ждать чего-то другого. Что было дальше? Давай. То есть у нас мы обнаружили это, мы обрубили Питеру, Москве базы, но тем не менее у нас был засланный казачок. Да, был казачок. Казачка мы закидывали Там сообщениями. Казачка. Это ты сейчас расскажешь технически, как это происходило. Я просто скажу. Когда мы закрыли базу, нам продолжали звонить в Краснодаре клиенты и говорить: мне только что, то есть я вот только что записалась, и мне только что тут же звонит Разманова, которая к себе приглашает подешевле. То есть в Москве, нет. Ну, короче, каким-то образом они узнавали свежих самых клиентов, которые пришли там по рекламе или как-то еще. Да, мы пытались понять, им как. просто сливали, да и все. Да, то есть кто-то, хотя мы закрыли доступ и убрали, кто-то из удаленных сотрудников продолжил сотрудников это же делать. много было. Был отдел продаж, и руководитель отдела продаж, и колл-центр. Мы выяснили в итоге, кто это? Да, выяснили. А каким образом? Можешь рассказать? Да, у нас был чат, просто мы... Утку Я уточек запускал в чат. Может, это глупо выглядит, кто-то понял, кто-то не понял. Но это было так, да, запускали уточку, и окончательно так и получилось. Этот человек сам ушел без... Это была Горский Ханна, помнишь? Да, это очень интересно. Наш прошлый руководитель отдела продаж переехала в Санкт-Петербург. Совпадение? Не думаю. И осталась после этой ситуации наша ошибка, то, что мы оставили ее внутри компании. И, судя по всему, Юра погружен в этом был очень глубоко, потому что была задета какая-то... Я не знаю, кстати, он так рыл. Вот серьезно, так рыл копытом. Как рыл? Прям ты был... то есть эмоционально ты был взвинчен не хуже нас. Из-за этого, да, эмоционально. Это очень сыграло свою роль. И плюс к тому, что... все, что было настроено технически, это было необходимо, чтобы не кого-то контролировать, да, мы никогда об этом не думали. Это было создано для того, чтобы решать максимально быстро возникшие проблемы. Потому что все вот эти
ноутбуки, компьютеры, кассы, там это... С удаленным доступом. Да, чтобы не просить, там, а скиньте мне это, скиньте мне то, доступ. И я сам заходил, и там буквально 5-10 минут это все решалось. Ну, на любой Я расскажу, о чем, вопрос, да. о чем говорит Юра. У нас смотрят девочки, это люди далекие от техники. Смотрите, у нас есть корпоративная инфраструктура. Что это такое? Это в каждой студии установлен компьютер, а может быть даже и несколько, может быть ноутбуки, система видеонаблюдения, периферия, это модемы, это какие-то, я не знаю, может быть, сетевые устройства, принтеры, Да. сканеры и так далее. И их нужно администрировать. Юра выполняет функцию сетевого администратора, и он удаленно настраивает оборудование так, чтобы работало все корректно. И для того, чтобы каждый раз не говорить, нажми на эту кнопку, нажми то, это корпоративное имущество, мы обеспечили удаленный доступ к каждому устройству. Просто они об этом не знали, наверное. Не, почему они знали об этом? Они об этом сначала не подумали, а потом там, Да, я просто- помню, в чате написали, под камерами ничего не говорите, удалить ко все эти каналы там. И такое было, но как бы пока не случилось такого, никто эти камеры не я их контролировал, чтобы они работали. То есть Ну прослушивать кого-то, это не было никогда никакой цели, там слушать, смотреть, что там кто в носу ковыряет там, или еще что-то, это неинтересно. Вот. И просто чтобы понять, какой масштаб вообще для меня, как для сотрудника был, масштаб трагедии, да, можно так назвать. Потому что отвалились все города, остался Краснодар и Казань, да, И по-моему. Воронеж, Ростов, Краснодар и Казань. Да, то есть, половина, больше половины. И непонятно, кто, что и за кого вообще болеть. Вот, я так понимал, что для всех сотрудников, которые... Колл-центр же был очень большой по количеству сотрудников, и вообще сотрудников было очень много. И что делать? Что делать было непонятно. Вот. Понятно, что пришлось там 2 суток не поспать и перелопатить все логины, пароли. Конечно, многие пароли утекли в руки недобросовестных сотрудников, но мы как-то все-таки попытались это все обратно вернуть. Окей. То есть в итоге мы выяснили, что произошло. Следующий шаг. Наверное, мы свои отношения с партнерами мы, наверное, расскажем. То, как мы пытались с ними общаться, мы расскажем отдельно, чтобы Юру не задерживать. Юра может узнать об этом из серии. В принципе, достаточно приближенный. Юра входит в первый круг. Это человек, который из компании один из самых близких к нам, в том числе из-за высокой лояльности. Я помню хорошо момент, когда у нас взломали аккаунт Лены. Аккаунт Facebook и аккаунт Instagram. Я, кстати, знаю, как она это сделала. Не, я тоже знаю, как это есть сделать. она И коды сохранила? она даже не взламывала. Она использовала логин-пароль для захода, а мы не включили двухфакторную аутентификацию. Если вы до сих пор ленитесь и не только так. и не включаете двухфакторную аутентификацию... Расскажи техническую. Расскажи, Технически, это будет навряд ли кому-то... Подожди, это полезно? Куча людей. Это полезно, да. Просто аккаунт Instagram привязывается к бизнес-странице, а нас оттуда... И администратора нас от бизнес-страницы вышвырнули. И все. То есть человек может писать в заголовке «Посмотрите порно с моим мужем», да? Да, вот да. аккаунт Елены как раз был в... Я посмотрел бы, кстати. Да, мы до сих пор его не вернули, этот аккаунт, потому что он до сих пор привязан к бизнес-странице, которой мы не управляем. Каким образом это профиксить? Это баг Инстаграма? Ты никак? Это Facebook так работает. И какой ответ они точно мне дали, я уже не помню. Я помню, что когда это произошло, Юра реально не спал несколько дней. Да, То есть так и это было. были атаки, реально атаки. Это привет, Даша. А я, кстати, сделаю так, что ты на текущем месте, где ты работать не будешь. Она по максимуму усложняла нам жизнь тем, что публиковала посты ночью. Да. И при этом мы просыпались и удаляли. Юре пришлось не спать. И он реально я удалил столько постов. Там война была у них, короче. В итоге, смотри, у большинства людей, которые прямо сейчас будут давать рекламу и будут давать доступы к своему аккаунту Instagram, Не давайте доступа никому.
Хорошо, а как быть? Рекламу-то надо Найти давать? такого человека, как я. Да? Нет, подожди. Ну, я считаю, что сохранением паролей, логинов и раздачей доступа должна заниматься какой-то свой отдел. Да? Если у нас отдел это я один, то я никому не доверяю. Вот. И я никогда не сделаю так, как сделали они. Да? Хорошо, ты научен, нам, кстати, это был урок, в принципе, с точки зрения безопасности, правильно? Ну да, очень большой урок. Да. Если вы хотите дать рекламу в Инстаграм и передаете доступы своему маркетологу, передаете логин и пароль от своей страницы, не делайте этого никогда. А что им делать тогда? Смотря что хотят получить. Хотят и рекламу получить? Можно самостоятельно привязать аккаунт Инстаграм к бизнес-странице. Поняли, да? Это несложно. Это не сложно. Это есть инструкции. Сам Facebook по черным по белому пишет это. По инструкции И почитайте. все, и тогда рекламодатель у него будет доступ Давайте к вашей странице как рекламодатель. Давайте я скажу так. Мое мнение относительно этого. Первое. Нельзя работать с фрилансерами. Нельзя. Однозначно нельзя, если вы не даете доступа ему по алгоритму, который описал Facebook. Вы немножко волочете, как устроен рекламный аккаунт Facebook, и немножко можете понять, как и что и зачем. Второе. Это выбирайте всегда в исполнители людей, которых вам порекомендовали. Это идеальный вариант. И третье, это если все-таки это будет какая-то внешняя компания или даже внутренний маркетолог, вам нужно с ними подписать НДА. НДА – это договор о неразглашении. Нужно все каким-то образом закрепить официально. Понятно, что это не гарантирует того, что у вас не будет проблем, но в любом случае это снизит эти риски. И работа с официальными компаниями, а не с какими-то людьми, которые живут сегодня здесь, завтра там, которые поймают белочку и начнут взламывать вас и считать, что вы поступать с вами так, как поступили с нами. Короче, это не самый хороший и правильный выбор работать с такими чуваками, хотя на первый взгляд казалось бы, что может произойти. А вот что может произойти. Да. В итоге у нас получилось, какие негативные последствия, помимо того, что мы получили травму, помимо того, что мы получили мы вынуждены были удалить аккаунт, в котором было там 7 тысяч подписчиков. Заморозили его. Заморозили. Он сейчас живой, у нас есть доступ к нему, но мы его не используем. Да. И довольно-таки хорошо стартанул новый аккаунт. Без ботов и без дополнительных... Скажи, какие еще проблемы или какие еще, может быть, вещи у нас были, на которые ты бы обратил внимание? Например, расскажи про то, как ты узнал, что Влад зарегистрировал... Да я бы и не узнал, и не собирался бы узнавать. Давайте так, сейчас расскажу. В мае, еще до того, как это произошло, почему мы все уверены, что они выступили в сговоре? Анил запросил базу. Куцеволова сливала контакты, потому что попала в просак Алина, и ей нужно было получить действующих клиентов. Используя доступы наши, мы поняли, что это Куцеволова. И что это сговор. Это сговор. При этом в краснодарской студии на Байбакова парень Беллы, Размановой, нашего партнера, он зарегистрировал отдельный домен для того, чтобы открыть и начать, и, собственно говоря, его заполнить. Расскажи, как это произошло. Произошло... Как ты узнал об этом? Заранее произошло, но как я узнал, я лучше, наверное, не буду рассказывать. Да? Хорошо. Это на самом деле очень просто, но... Не просто. Хорошо. Это да. Опять же, вернемся к тому моменту, когда я объяснял, что во всей структуре у меня был доступ. То есть и он организован был не для слежки, и не для выяснения чего-то. Да, Это как бы так и было. Но после того, что произошло, и когда мне еще конкретно студия на Байбакова какие-то претензии мне предъявила, то у меня не оставалось выбора просто узнать, а как же было на самом деле. Да? Я это узнал, и мы знаем, что зарегистрировали домен намного ранее, чем... мы можем посмотреть, кстати, пару-тройку дней. Когда он зарегистрировал. То есть они просто заранее готовились, обсуждали и нас кормили завтраками. Так и получилось. Да, никто не думал об этом. Я могу проверить. Вы можете, кстати, проверить прямо сейчас. Так. Ivan Bros. Зарегистрирован 9
9 мая 2018 Ну, года. что мои слова и подтверждают. Да, окей. А у нас это все произошло 15-го, да? Ну, 15-го собирались 15-го, да, отключить они- интернет всему миру. Студии «Ребро». То есть, а какая была задача, как ты думаешь? И кто выступил инициатором? Есть у тебя гипотезы? Я не знаю, наверное, это, скорее всего, коллективная какая-то работа. Да? Ну и думаю, что тут маркетолог сыграл очень важную роль, если это бунтом можно назвать. Или... Даша очень, обманываем, Даша очень да. харизматична. Мы о ней отдельно расскажем. Мы, наверное, эта ремарка важная. Очень легко попасть под очарование человека и сотворить глупости. И я уверен, большинство из этих людей, которые так поступили, они жалеют, потому что они сэкономили какие-то деньги на воровстве, украли. Но жить с этим грузом им предстоит всю жизнь. При этом не отмоешься, мы становимся все более медийны, и мы будем наращивать эту медийность. И каждый раз, когда у нас будут спрашивать, а кто такая Аня Куцевова, мы будем говорить, это не рукоподаваемая особа. Это человек с аморальными принципами, человек, который украл у нас бизнес. Этот человек, ни в коем случае нельзя иметь с ним дел, он вор. Хотя, может быть, она поддалась вот именно на провокацию или вот на очарование Даши, маркетолога, которая говорила, что я вас загружу дорогими чеками, хватит работать с этой Нечаевой, давайте работать серьезно, выходить на новый уровень и так далее. Все? Юр, ты что-то хотел еще добавить? Нет. Нет? Всем привет вам. Всем привет, горите в аду. Я всегда был в хороших отношениях с вами, поэтому не знаю, зачем вы так плохо поступили. Окей, спасибо тебе большое. Все, не буду тебя задерживать. Итак, почему вообще эта ситуация оказалась возможной и почему мои партнеры смогли меня обокрасть? Дело в том, что я вышел из всех юридических лиц. Что такое быть учредителем 9 юридических лиц, 10 на тот момент? То есть любое изменение ты должен подписывать документы. Любые назначения директора ты должен подписывать документы. Ты постоянно вовлечен. То есть ты постоянно строчишь эти формуляры. Мне это просто надоело. Это первое. Второе. Без меня ничего не двигалось. То есть если бы я не подписал приказ о назначении директора, решение собрания учредителей, директора бы не было. Вы понимаете. А меня могло не быть рядом. Я принял решение о том, что люди, которые находятся рядом со мной, в принципе, адекватны, им можно верить. Они не украдут, не обманут и не предадут. И я вышел из всех юридических лиц. Хотя я там был. И я говорю, слушай, пускай Лена зайдет, Лена пускай этим занимается. Ее в итоге пустила обратно в ООО только один человек. Двое, получается. Это Сева. Казань, Воронеж. Трое. Это Казань, Воронеж и Ростов. Соответственно, Уфа оттягивала. Краснодар. Да, Краснодар, ты единственным учредителем была. Уфа оттягивала, Питер оттягивал и Москва оттягивали до последнего. То есть стояли задачи в Мегаплане, я просто пишу в Телеграме, я не пойму, говорю, давайте там через нотариус какие-то документы, вот это все должно закрутиться. А мне говорят, мы вернемся после 15-го. Уфа говорит, я вернусь после 15-го. Я говорю, да что такое, как это? Старшинова говорит, я вся в пене вернусь, там что-то смогу после 15-го. Думаю, странно, Дим, говорю, какая-то фигня происходит странная. Все такие после 15-го. Мы поржали что-то и забыли, потому что, там Аня пишет, что буквально вот сегодня уже там сейчас распечатать нет возможности, документы подписать, там тра-та-та. И приходит Юра, и вот это говорит, и оно вот так вот прям совпало. Как водой холодной окатило. Отдельная история про каждого Про партнера. каждого, кто нас кинул. Да. Итак, пациент номер 1. Ксюша Старшинова. Ксения Старшинова. Это девочка, которая работала мастером в Москве. Она пришла, когда партнером в Москве был Сергей Гончаренко. И она действительно хороший мастер, исполнительная девочка, брала на себя больше, чем от нее требовали. И она стала директором, стала руководителем обучающего центра. В общем, Серега, он не мастер, он топил за то, чтобы Ксюша везде была. После того, как Сергей принял решение выйти из бизнеса, как раз-таки мы обсуждали. Давай я чуть-чуть расскажу. Ты очень быстро рассказываешь. То есть, во-первых, Ксюша учила английский язык за счет компании, посещала какие-то бизнес-курсы, там еще что-то. Он ее там хорошо учил, чтобы сделать ее полноценным классным директором своей студии. Плюс она была мастер, который за счет компании опять постоянно ездил в Краснодар. Она у меня тут торчала, она у нас жила, как-то помнишь, долго. И тоже она была близко находящийся к нам человек.
Когда Сергей сказал нам, что я хочу уйти из компании, то есть я хочу свою долю продать, и более того, у меня есть человек, которому я хочу ее продать. Ты помнишь это? Да. Мы его вообще не знали, так как мы понимали, что сложнее всех приходится как раз-таки Сергею и Севе. Это люди, у которых и на тот момент закрытому Иркутску. Это люди, у которых они не мастера, и у них были самые большие проблемы с текучкой мастеров, с их обучением и так далее. Я просто сказала, нет, я больше не хочу, то есть человек должен быть на месте мастер. Я не хочу мотаться, потому что я моталась постоянно, тоже учила их туда, в Москву. И я говорю, пусть это будет Ксюша, помнишь? И ты Сергею позвонил и сказал, ну, Сергей, так и так, он возмутился, его тоже. Он думал, что если он уходит, он на свое место привел человека, и мы должны его схватить и Смотрите, радоваться. да, тут момент конфликта с Сергеем. Хотя он не признает, что был конфликт. Ну, как бы его вроде Он не вежливый, было, вежливый да, человек, но- да. Смысл какой? Он говорит, я нашел человека, он занимался сельским хозяйством, а сейчас он зайдет в партнеры. Я вас познакомлю, он клевый. Я говорю, Серега, это все офигенно, но как бы давай я согласую этого партнера, мне же работать с этим человеком. Ну, реально. То есть, если, давай, допустим, завтра мы с ним не... Это вот так по-простому будет. Если я захочу от него уйти, я скажу, слушай, Дима, я ухожу, но я себе нашла новую жену. Тебя не спрашиваю, нет, она готовит нормально, сельским хозяйством занималась. И ты такой, да, давай. Вот такой пример, маразм. Но вот Это выглядело примерно так же. При этом я понимаю возмущение Сергея, который воспринимал часть доли в компании как актив. Ну, собственно говоря, который можно продать. Но так как компания небольшая, так как компания не публичная, компания управляется учредителями, естественно, они могли не сойтись. Я говорю, представь, завтра я скажу ему, слушай, дорогой, а не пошел бы ты нахер, мы закрываем филиал в Москве, и ты, как человек, который продал этот филиал, будешь в не лучшем свете. В итоге он сцепил зубы, и, я не помню, Лена предложила, по-моему... Да, я кандидатуру. предложила Старшинову. Я сначала с ней обсудила, я говорю, Ксюша, так и так, у тебя есть возможность выкупить у Сереги долю. И мы такие начали вроде обсуждать, и тут Сергей пишет, я хочу, чтобы вы не вмешивались в оценку стоимости моей доли. То есть мы до сих пор не знаем, за сколько он ей продал долю. И на каких условиях. Она так и не сказала, и у них был очень важный вот этот вот пунктик, что, да, на каких условиях, там, рассрочка или сразу отдала, или как, вот мы не знаем. Она не сказала, и он до сих пор не сказал. И я не знаю, отдала ли она ему деньги, как там, но я думаю, что ему, скорее всего, отдала, потому что он парень не дурак, он все зафиксировал 100%. В виде долговой расписки или еще что-то. Да. За 2 месяца до того, как произошла эта ситуация, Ксюша была у нас дома, купалась в нашем бассейне, пила чай вместе с нами. И после Вино ее- пила. Да, и Она после с ее... бокалом вина в бассейне купалась. Там пост у нее, открываются новые возможности, что-то такое она написала. И И после того, как она уехала, Лена говорит, Ксюша, она такая хорошая, да как классно. Я говорю, ну, наверное, потому что я реально в это верил. Ксюша действительно хорошая и классная девочка. Давайте рассмотрим, как происходил конфликт с каждым из учредителей. Итак, конфликт с Ксюшей. конфликта-то не было вообще. С Ксюшей было все вообще отлично, потому что, я помню, вот только с ней, когда я разговаривала, я аж всплакнула, потому что я приезжала в Москву, мы выбирали помещение для новой студии. Мы сняли Да, огромное... помарка. Ксюша несколько месяцев, 3 или 4, складировала всю прибыль в компании, а мы распределяем ее каждый Да. месяц. И говорит, Дим, я коплю на новое помещение. Хорошо, Ремонт копи. там 2 миллиона будет примерно стоить. Я говорю, окей, давай, реинвестируем, не проблема. То есть мы не вытаскивали деньги, мы понимали, что она вошла в нашу семью, она имеет право голоса, она хотела уехать из того места, где мы работали, и мы были за. К нам пришел новый маркетолог, мы переехали в центр города, в большое классное помещение, двухэтажное, то есть там для персонала отдельный целый такой этаж, где они ели, там могли спать, у них, там все классно, кухня, огромная школа и классные большие кабинеты. И там делался ремонт, огромный задаток, то есть я там согласовывала, юристы, там все вот это просто партнером туда я не зашла, хотя она купила половину доли. Лена должна была зайти в ООО «Медграф Москва», он назывался, и из которого я вышел. Я вышел, по-моему, в 2018 году я вышел как учредитель из всех ООО. При этом мы точно так же продолжали делить прибыль. Я точно так же получил половину от всего заработанного, и ничего не поменялось. Да, и она знала об этих условиях, когда она заходила.
Ну, конечно, ну, безусловно, да. И получается, что я ей звоню, когда вот это все мы узнали, когда пришли скрины от переписки, что 15 числа отвалятся вот Москва, там Разманова, Рамазанова, Питер. И она со мной разговаривает, и я понимаю, что она говорит заготовленные вещи. То есть она со мной разговаривала, думая, что я записываю ее как бы, ну, вот в телефоне Чтобы звук. там в суд Да, то есть и она обратиться. говорит: Лен, ну я же купила это все. Я же у вас выкупила полностью там вот эту долю. Я говорю, как, ты чё? Вот просто мы же вот там, ты же дивиденды каждый месяц платишь уже как, ну, и она, нет, ты что-то путаешь. То есть я такая, вообще, это просто такая жесть была, и я такая, и мы с ней поговорили еще. И потом еще в переписке общались, и она потом на следующий день мне написала: я согласна остаться в сети, если 10% вы будете получать от прибыли по школе и 10% от прибыли по рознице. И я буду тогда пользоваться вашим брендом, там трали-вали, но все мое, вы ни во что не вмешиваетесь, ни на что не влияете, я вообще полностью там царица морская. Ну и, естественно, она была нахер послана, потому что, ну, о чем речь вообще? Спустя, не знаю, пару месяцев, когда мы открылись заново в Москве, она предлагала купить, чтобы мы у нее купили вывеску, только что сделанную, очень большую, красивую вывеску, за мои же деньги оплачена, она мне предлагала ее еще раз купить, чтобы я ее повесила на новую студию. Просто думаю, да что ж такое это происходит? И, кстати, все мастера от нее ушли, они ждали нашего открытия, вот конкретно в Москве. Да, очень интересная позиция с мастерами. Смотрите, мастера в Москве приходили трудоустраиваться в Реброуме. Они приходили учить в школу татуажа Елены Нечаевой. Они не крепостные, они не души, чтобы взять их и сказать: ребята, а теперь вы идете ко мне. Соответственно, все мастера, которые были у Ксюши, она говорит: а теперь мы не Елена Нечаева. Они говорят: аривидерчи, соответственно, мы уходим, и мы их забрали из, ну, как бы, в Реброуме. Через пару месяцев мы пока искали помещение, делали ремонт, они все пришли к нам работать в студию. Ну, наверное, это потому, что они все, там коллектив был долгий, они все тоже ко мне приезжали на обучение, я всех хорошо знала. И... Я помню возмущение, когда я общаюсь с Ритой Калининой. Я говорю: Рита, ну а почему ты не осталась? Говорит: а какого хрена мы пришли работать в эту студию, тут нам говорят, что вот, до свидания, теперь мы называемся по-другому. И говорит: а у нас спросили, мы вообще хотим в другой студии, в другой компании работать. Поэтому они ушли. На самом деле, помнишь, там вылезло много потом от персонала, они нам не говорили, они думали, что там у Ксюши все схвачено или что. То есть с ней было очень тяжело им работать. То есть она была душка, она была просто вот такая, с такими глазами душка, самая исполнительная на свете, предупреждающая каждое твое там желание и все такое прочее. Я приезжала, учила их, а потом я такая сижу, ужинаю, думаю, сейчас спать, гостиница, там все, бах, заваливается весь персонал. Я говорю: это что? И потом оказалось, что она их заставила прийти. То есть, чтобы со мной типа ужинать. Я говорю: ты в своем уме вообще? Я с ними весь день провела, я хочу просто в тишине провести вечер, поесть, пойти спать. А она их привела, и не то чтобы они жаждали, потому что я для них чужой человек, начальник, и со мной сидеть вот это вот, ну как бы я понимаю, говорю: ты так не делай больше. Вот это вот. То есть она пыталась настолько сильно в рот заглянуть. Очень странно. На самом деле основная проблема для меня, и мне бы хотелось с каждым из этих людей сесть вот так и поговорить. Потому что я уверен, что многое из того, что я говорил, было понято неверно. Или я передал неверно. И опять-таки, это, наверное, проблема во мне. Но почему человек, глядящий тебе вот такими глазами, как из японского вот аниме, преданно и любя, говорит одно, а потом берет и предает? Чуть-чуть позже появится видео нашего партнера, текущего в Краснодаре, Жени Якушкиной, которая с Ксюшей на самом деле дружила в тот момент. Они просто очень хорошо познакомились в Питере, подружились, и даже более того, Даша устраивала Остин фотосессию в Москве, и Женя туда ездила, и они там все вместе тусили, где-то жили, по-моему, у Даши, там что-то такое. Короче, они прям подружились и плотно общались, созванивались, переписывались постоянно. И Женя мне рассказывала потом уже, когда все это произошло,
она мне говорит, Ксюша очень страдала, она очень мучилась, совершая этот шаг. То есть она обсуждала с какими-то близкими людьми, а как это вот, насколько это правильно, неправильно. То есть у нее терзания душевные у нее были. Ну, и это меня немножко утешает, потому что я думала, что она просто вообще тварь вообще, которая хладнокровно абсолютно все это задумала, но она нет, она мучилась. И даже более того, у Жени не сохранились, потому что Ксюша подтерла все абсолютно с ней, со мной, вообще со всеми, но я нашла у Маргариты, нашего партнера в Москве сейчас, и в Казани на тот момент сохранилась переписка, где она ей пишет, что да, я иду на сделку с совестью, да, я останусь с деньгами, но совесть моя будет нечиста, то есть прям вот черным по белому. А Женя, она это обсуждала по телефону. Да, я дам скрины, они у меня есть. И вот переписка от Маргариты со Старшиновой, то есть вот 13 мая, это мы уже удалили всех из чата, потому что мы узнали, что они собираются нас кинуть. И Маргарита пишет Ксении Старшиновой: «Ксюш, как ты решилась?» «Я не решалась», отвечает Старшинова. «Тебя удалили, просто я думала, ты со всеми. Я за себя пока думаю, что дальше делать». «Думаешь, может, в смысле остаться?» «Да». «Выкупать долю, оставаться или просто уходить?» «Я думаю, решение непростое, конечно. 1000 мыслей. А если ты долю выкупаешь, что тебе это даст? Базу?» То есть вот здесь явно понятно, что Старшинова понимает, что у нее доля, у нее не полный бизнес, у нее 50% бизнеса в Москве. И вот здесь есть некоторая часть ее мучений. И она пишет: нет, ничего, просто совесть будет чиста и все, но я останусь с голой жопой. И, конечно, она выбрала оставить с голой жопой нас, потому что у нас украли одновременно, напоминаю, 4 филиала с налаженным денежным потоком постоянным. То есть нас оставили с голой жопой. Даша уникальный человек, на самом деле. Просто она мастак убедить, просто она убедила тебя, а тебя сложно убедить. А что уж говорить о Ксюше, которая просто вот у нее там, не знаю, нас таких не встречала. И Даша пыталась убедить меня, это вообще ржака. Он сделал операцию на ноге и лежал в больнице. А я там в Москве находилась и встретилась с Дашей, заодно мы с ней общались, ужинали, и она мне начала заливать, я помню, так удивилась. Он говорит: Дима, такой у тебя тяжелый вообще-то, вот без него было бы лучше, вот ты бы без него вообще разошлась бы, развернулась так, ох, как бы мы с тобой. И такой: серьезно, мне надо мужа с 2 детьми бросить, чтобы развернуться. Такое ощущение, что у нее какая-то, я не знаю, как это называется, может, какая-то психопатия, когда нету сочувствия, сожаления ни о чем, ни о каких поступках. Она абсолютно уверена, что она права. И в этот момент, когда она так уверена, она абсолютно убедительна. То есть она прям вообще красавчик. Более того, я ее вспоминаю, я к ней прям вот зла не чувствую, потому что она на самом деле просто как бы это все всковырнула. Она предложила идею, скорее всего, почему-то, мне кажется, идея шла от нее. Все в нее вцепились. Это, то есть, либо она, либо Богдан. Вот у меня 2 лошадки темные. Ну и вот все пошло-поехало. Но все переговоры велись, конечно, из Питера. Из Питера шло общение с ненавистной. То есть Аня терпеть не могла Алину Рамазанову. Вот чтобы вы понимали, просто она ее считала тупой, как пробка, а Нил вообще овощ. Алина тупая, как пробка, и мастер говняный. И она, помню, жутко возмутилась, когда вот в ту встречу в Питере я всех хотела еще в студии собрать и показать им, как по-новому я там рисую, потому что у меня там работа кипит, я всех хочу научить. Вот это все. А Аня сказала: а почему ты меня не спросила? Я не хочу, чтобы у меня в студии все собирались, я бы закрывала вот на этот день там и вообще, и нафиг они мне нужны, я понимаю, там еще Оксана, допустим, и то там. Но мне вообще не интересно Алину чему-то учить, ну и нахрен. Но когда она должна была их услугами воспользоваться, она нашла с ними общий язык, либо это Богдан, конечно. Давайте я сейчас немного погружу вас в политику и расскажу о том, как правильно разыграла карту Куцеволова. Я думаю, что инициатором был либо она, либо Богдан, либо наш маркетолог Даша, либо все вместе. Но если бы один филиал откололся, мы бы тут же за месяц открыли бы напротив него такой же филиал. Финансовых потерь не заметили. Мы бы не заметили финансовых потерь, накачали бы трафика и просто хоронили бы его. Просто тут же. Он бы не выжил. Они это прекрасно понимали. Поэтому они должны были напасть со всех сторон. Объединиться. И были проведены переговоры и с Ксюшей с прекрасными глазами. И там, я уверен,
огромное И с количество... Женей проводились переговоры. На самом деле Женя мне тоже рассказывала, что... Женя, давайте еще раз, я ремарку. Вы не члены нашей семьи, поэтому я каждый раз буду останавливать Лену Женя и Якушкина. давать ремарку. Кто такая Женя? Что она занимает, какую позицию в Краснодаре? Еще раз. Женя Якушкина рассказывала, это наш партнер в Краснодаре на тот момент, она рассказывала, что Ксюша, когда с ней делилась вот этим всем, рассказывала о том, что постоянно Куцеволова и Богдан, они присылают какие-то, вот это, я думаю, твое намерение, соглашение о намерениях, да? Да. То есть они постоянно капают, говорят, да смотри, как он сказал, смотри, вот мы здесь недовольны, а он даже нас не слушает, там, тра-та-та-та-та, то есть, как это сказать, подлежащий, нет, там, что там, вода точит и все такое. Камень, вода точно. Женя, моя подружка, и вот когда это все случилось, даже она усомнилась, потому что когда она ездила в Москву, ее обрабатывала Даша, ее по телефону обрабатывала Ксюша, ей написывала Куцеволова Аня, и вот этот стадный инстинкт, все побежали, я побегу, и вот это ощущение, что нет, ну не может же быть, что вот так сразу столько людей вот отвалилось, значит, они все-таки плохие, то есть вот такое ощущение у всех. А на самом деле получается, что они просто отвалились, объединившись, им так было легко. То есть один, допустим, салон в Москве отвалился бы, мы бы это починили быстро. Уфа, все бы починили быстро. Но... Мы бы не просто починили, мы бы починили и замочили бы тех, кто отвалился. Да. Если бы он отвалился, забрав все, украв все. Если бы он по правилам отошел, вопросов не было бы. Да, когда у тебя, извините меня, Питер с налаженным обучением и с клиентами, уже работающей студией в рознице, Москва, где вообще качало обучение, сделали ремонт в новом помещении, сгенерили кучу денег, сняли его, сделали ремонт, начала работать школа, налаженный тоже поток. То есть это два основных, кроме Краснодара, города, которые приносили прибыль на самом деле. Там самые лучшие мастера, я на них потратила больше всего времени своего. И плюс Уфа, где почти не работал маркетинг, а у них хорошо работал сарафан. Город такой, там у нас так сложилось, что прям долго коллектив работал. И получается, кто еще у нас? Байбакова мы не заметили. Да, Байбакова мы и не заметили, мы сами не хотели с ними работать. И их проблема только та, что им слили базу, они ее изнасиловали вдоль и поперек, хотя прав на нее не имели. Это тоже воровство. База принадлежит Краснодару. Краснодарская студия, да, нарабатывала годами базу, ее просто расчлененка тут устроилась. После того, как ушли Дубовик и Разманова, они открыли свои студии и всех клиентов, и своих, и вообще каких могли, к себе забрали. Но сейчас речь о Старшиновой конкретно, да, то есть ее обрабатывали, прессовали жестко. Убедительная Даша, очень хорошая девочка Аня с ее новым там компаньоном Богданом. Вот. И я думаю, что точно так же с Алиной было, потому что Алина в этом плане, я уверена, она не инициативная, то есть она, может быть, где-то там... Ты помнишь, как они приходили, рассказывали, приезжали, там вводится новое правило, мы такие, ничего не поняли, пишем согласны. Мы смеялись, Алина, это неправильно, мы ей говорили, так нельзя, если ты не поняла, ты спроси, мы объясним, то есть если ты не согласна, ты скажи, мы тоже обсудим, то есть мы вот это годами Они обсуждаем. очень боялись показаться теми, которыми они на самом деле и оказались, тупыми. Да. И они очень боялись то, что их будут воспринимать как-то не так, не дай бог. Короче, промолчи, за умного сойдешь. Давайте вернемся к Ксюше. Мне очень интересно, где были границы наглости этой Ксюши. Реально, где они проходили. И я после того, как все это произошло, я думаю, позвоню, поговорю с ней. И я с ней разговариваю. Или ты, не помню, или я рядом сидел. Про то, что, слушай, Ксюш, так получилось, ладно, а что не так, ты пыталась все выпытать у нее, а что случилось, почему так, почему как? Она сказала, что я не хочу погружаться. Ты говоришь, ладно, вот если все это твое, хорошо, а как мы будем работать? И вот она сказала эту фразу о том, что, давай, ладно, 10%, причем она сказала не сразу, она перезвонила. У меня, по-моему, даже есть этот скрин. Да, она перезвонила и говорит, 10%. Она думала день или два, и вот это вот родила. Да, и что можно, если вы хотите обучиться у человека какого-то, если вы увидите... Она бизнесу сейчас учит, чтобы ты понимал. У нее там бизнес-советы вовсю полыхают. То есть она там написала свою историю. Это очень прикольно. Она пишет... Сейчас бы вспомнить, я думаю, что я зачитаю также вот эти вот ее скрины. Я разорвала отношения, у нас ценности разные, я разорвала и теперь иду своей дорогой. Там, жесть. Вот сейчас вот прямо вот здесь появится все то, что я нашла из переписок из ее инстаграма.
тут, смотрите, в Инстаграм Ксении Старшиновой другая версия, ее версия. И она пишет о том, как она стала владельцем единоличным студии в Москве, которая работала несколько лет, огромная, в центре города, со свежим ремонтом. Так вот, вот она тут рассказывала, что она быстро добилась успехов в работе, тра-та-та, и ей предложили стать партнером. И у нее был выбор: либо она сейчас становится партнером, или остается на текущей должности, но под руководством человека со стороны. Для того, чтобы стать партнером, ей было необходимо внести многомиллионную сумму. Разумеется, у нее таких денег не было, пришлось взять кредит, который она до конца выплачивает. Так. Потом она увидела какую-то сторону, которую не видно ни мастерам, ни клиентам. Такая ересь, знаете, от человека, который был директором, управлял студией, знаком был со всеми партнерами давным-давно, проходил постоянные обучения, встречи с партнерами, рассказывать, что вдруг она увидела какую-то другую сторону. Она не могла смириться с этим злом, видимо, это мы зло, нечестным отношением к сотрудникам и клиентам. Как оказалось, она не одна так считала. Ну, конечно, тут как раз сговор и пошел. Ей было очень страшно и сложно принять решение уйти, но нашлись нужные люди, которые оказались рядом в этот момент. Это, конечно, новоиспеченная подружка Куцеволова, Богдан Куцеволов, Рамазанова там и прочие люди, которые как раз поступили ровно так же. В итоге она предложила другие условия партнерства, она сама себе противоречит, получила отрицательный ответ, и ей пришлось отказаться от пользования брендом. Но она создала свой, открыть свою студию подтолкнула не жадность, не амбиции, потрясающие, а то, как он увидел, как в самом деле работают партнеры и весь этот бизнес. То есть просто человек изворачивается, как уж на сковороде просто. И сейчас она в своем помещении с оборудованием, купленным за те миллионы, которые сама она выплачивает. Жесть до сих пор. У нее есть долги, но она не работает теперь под натиском нашим, видимо, под натиском людей, с которыми ей было невыносимо иметь дело, принципы которых ей не близки, даже противно. Слушайте, ну это вот мне конкретно сейчас прям противно. Я читаю, мне противно, мне тошно от того, насколько лживые бывают люди, потрясающие. А тут вот еще одна версия ее же, то есть она их несколько выкладывала, этих вариантов, у себя в Инстаграм. То есть она рассказывает, что она работала в Макдональдсе, потом администратором в салоне красоты. Потом она устроилась в студию, в нашу, где ее обучали, отработала 2 года и поступило предложение купить ООО. То есть ей никогда не поступало предложение купить ООО полностью, потому что это в принципе невозможно, так как в Москве несколько лет вместе с нами развивал студию, находясь в ООО и получая 50% от прибыли Сергей Гончаренко. То есть доля его была 50%, доля наша была 50%. И он продавал ей только свои 50%. Она же пишет, что ей поступило предложение купить полное ООО. Конечно, она согласилась, но тут ее ждали подводные камни. Вместо одной суммы ей обошлась ее любимая студия на пару миллионов дороже. Это она осознала, когда подписала все документы. Такое чувство, как будто ее цыгане обработали. Сколько она заплатила, мы не знаем до сих пор. Ни она, ни Сергей Гончаренко, как мы уже говорили, нам об этом не сказали. И вот эта часть относится, видимо, не к нам, а к нему, потому что мы не получили ни копейки от этих денег. Хотя много лет мы занимались развитием студии в Краснодаре. Все мастера обучены за наш счет в Краснодаре. Ремонт выполнен за наши деньги. Студия снята, залоги за нее внесены. Все это сделано за наши деньги, которые аккумулировались для того, чтобы переехать из старого помещения в новое. И вот теперь она пишет: главное учиться на своих ошибках. И вот в мае 2018 года она создала личный бренд, студию, школу мастеров перманентного макияжа. Ее детище, вы понимаете, это ее детище. Это просто потрясающе. Кстати, напоминаю, что все мастера от нее тут же ушли, потому что они приходили не какой-то невнятной Ксюши Старшиновой с ее симметри, а в школу и в студию Ребровми и Елены Нечаевой школы они приходили за время упорной работы, тра-та-та, она тут опять себя хвалит. А вот здесь еще один вариант. Она, видите, очень плодотворно строчит статьи, тексты по поводу того, как она стала владельцем.
Так, выкупив студию, она быстро поняла, что быть директором, владельцем не одно и то же. То есть она считает, что она выкупила студию. Потрясающе просто. Ей было тяжело, кредит, счета за оплату аренды, тра-та-та. Здесь она получила один из важнейших уроков бизнесмен. То есть она уже считает бизнесменом себя. Как вы думаете, она похожа на бизнесмена? Напишите в комментариях к этому видео, кстати, кем вы считаете конкретно Ксению Старшинову. Я вот считаю ее аферисткой. Люди не добиваются успеха не потому, что их мечта недостижима, а потому, что, приблизившись к ней или даже заполучив желаемое, они не могут это удержать. Понимаете? То есть она заполучила желаемое, какими путями вы уже поняли, а теперь у нее проблема это удержать. С 14 лет она мечтала о своем салоне красоты, получила наконец-то то, что хотела. Что она сделала дальше? Первым делом она разорвала контракт с владельцем сети и стала полноправной хозяйкой студии. Вы понимаете, как это делается? Все просто. Разрываешь контракт и становишься полноценным хозяином. Просто ей повезло, что Дима, доверяя нашим всем партнерам, вышел из всех ООО, как мы это уже вот сейчас рассказывали, а меня туда уже не внесли. Потому что удобный очень момент для того, чтобы объединиться с такими же нечистоплотными людьми, то есть с Размановой, Рамазановой, Куцеволовыми. И вот таким образом это называется. Разорвала контракт с владельцами сети, стала полноправной хозяйкой студии. Потом она начала активно продвигать свой бренд, подбирать лучших мастеров, потому что, опять напоминаю, все опытные мастера от нее ушли, работать с ней не захотели. Продвигает личный бренд, трали-вали. Ну, короче, вот такая вот у нас девочка Ксюша. Вот она тут перед вами на фотографии, жертва фотошопа. Вот так вот она рассказала свою историю. Ну, давайте, поехали дальше. С Ксюшей, в принципе, она хороший мастер, она мелкий человек, и ей нести эту ношу до конца. Она никогда не станет медийной. Никогда. К сожалению. Даже то, что она засовывает в рот куцеволовские пигменты, вовсе не делает ее привлекательнее для потенциальных студентов. Препарируем следующего пациента. Это Алина Рамазанова. Это одна из самых первых партнеров, и она, наверное, одна из самых лояльных в силу своей природной, не очень высокой интеллектуальной способности оценивать все вокруг, но в то же самое время в силу собственной какой-то простоты, доброты. Она действительно мне казалась добрым человеком, и тем не менее подлости в ней также оказалось дофига. Алина Рамазанова, у нее все время вяло текущий салон в Уфе. В Уфе есть конкурент, это Виннер, и Виннер взлетела просто в космос, потому что она постоянно работала над сервисом. Она очень грамотный специалист, ну реально, как менеджер, как маркетолог. Она молодец, да? Она молодец. И мы все время этой Виннер Алину подкалывали, говорили: слушай, ну вот Виннер, смотри, какая молодец, смотри, как она прет, смотри, как у нее чек растет. А Алина боялась всегда себе поднять цену. У нее цена была на тот момент, спустя 5 лет работы, 3 или 5 тысяч рублей. Это невероятно для топ-мастера, ну просто невероятно. Работы, наверное, не были идеальные, наверное. Под давлением она делала хорошие работы. Вот сейчас она откатилась куда-то вообще в жопу. Ну ладно. По Алине Рамазановой. Алину Рамазанову мы более-менее раскрыли в беседе с Юрой. Единственное, что хочу сказать, что этот человек, наверное, больше склонный к эмоциональным таким импульсным поступкам, не обдуманным и взвешенным. То есть префронтальная кора головного мозга у нее развита не очень хорошо. Опять-таки это звучит, может быть, некрасиво, но это так. Ну, человека, она жила в деревне, выросла, на своих зубах вцепилась в город, и все у нее получилось в Уфе. Да, у нее не самый умный муж, да, у нее не самый высокий интеллект, но она хорошая была до того момента, пока она не воткнула вот так нож нам в спину. Причем я уверена, что никто с ней не общается сейчас, потому что она никому не была интересна, только я с ней таскалась, ее везде таскала, приглашала. Мы даже пытались с ней ролики записывать, ты помнишь? Она, кстати, хорошо в кадре. Мы пытались, ее на YouTube-канал затащить, чтобы у нее чеки были, но она так стрессовала и отказывалась постоянно вот от всего этого. Третий пациент — это Белла Разманова. Она, в общем, очень сильно напоминает мне Лену. В каком формате? Она максимально доминантная. То есть этот человек начинает доминировать, если рядом нет сильного партнера.
А Влад, который находится рядом с ней сейчас, он не сильный и несколько раз... Я помню, это какой-то я смотрела ее эфирчик, где она такая снимает свою красивую студию. А это мои цветочки, а это... Ну, у меня есть, конечно, левый аккаунт, я иногда посматриваю. Уйди из кадра. Он такой, что вообще? Это был Влад, ясно, он там куда-то спрятался. Это ей усложняет жизнь. Я думаю, что и не делает счастливее. Ей, конечно же, нужно искать более сильного человека, который был бы рядом с ней, потому что она эмоционально очень сильная. И ей ожидания от партнера у нее тоже очень сильные. Но так или иначе, как бы, в пекло ее, неважно. Она не погнушалась воспользоваться нашей медицинской лицензией для рекламы, которую слила ей Даша. Она не погнушалась использовать нашу базу, всю ее вдоль и поперек использовала. Знаете, как это выглядело по поводу медицинской лицензии? Маркетолог получает не оригиналы, а скан-копии всех документов, разрешающих рекламу во всех социальных сетях. ВКонтакте, в Яндексе, или в Гугле. Значит, что делает Даша? Наверное, она предложила, давай мы в фотошопе замажем, просто изменим. У Размановой до сих пор фирма называется Реброуми Краснодар, или Реброуми КРД, или ООО Реброуми вообще. ООО там. ООО Реброуми, как-то так, по-моему. Поэтому она пишет ООО Реброуми вместо Медграфа. Номер лицензии такой же и отправляет в Яндекс на модерацию. Модерация пробивает, вроде все нормально, такая лицензия есть, соответственно, одобряет. И она еще не поленилась повесить эту лицензию на сайт. А я смотрю, она только ушла, и у нее лицензия висит, потому что лицензию получается... У нее до сих пор нет лицензии. И там невозможно... Ну, естественно, она ее своровала, это наш. Короче, у меня нет к ней никаких претензий и обид, кроме того, что она изнасиловала, опять-таки, под давлением, наверное, Даша. Да что там они, хрен с ними, давай там... Пострадали от ее действий в итоге не мы, а Женя Якушкина, которая была в тот момент партнером в Краснодаре. То есть они, не имея с ней плохих отношений, более того, они дружили все, и Дубовик, и Разманова. Дубовик увела мастеров, Разманова клиентов. Дубовик, кстати говоря, тоже так еще в тот момент она внесла, помнишь, деньги, чтобы стать партнером в Краснодаре. То есть у нас была предоплата за открытие 3-го филиала в Краснодаре. Она внесла свои 500 тысяч, и дальше вы должны были начинать работать после собрания. И когда вот это все посыпалось, я помню, Дубовик начала мне написывать, а что мы хотим встретиться. То есть она там уже свою Сережу эту притащила своего, чтобы он там что сделал. И они пришли поговорить. И она говорит, я бы хотела забрать деньги. Он такой, это все забирает, все, до свидания, ушел. Они такие сидят. То есть они думали реально, что мы не отдадим ей деньги. Ты думаешь? Я уверена. То есть она его с собой взяла для этого. У них больше не было. Выбивать из меня деньги? Наверное, Сережа пришел выбивать. А Сережа это вообще гнилое создание. На самом деле здесь, когда у Жени были проблемы, когда разбегались мастера, он за ее спиной. То есть он здесь взросшенный фотограф. Сергей Гончаренко. Это парень Дубовик. Флэшбэк. Это просто, да. Тихо, флэшбэк. Раскрываем еще одного персонажа. У меня была идея, что специально нанятый, специально обученный человек в студии, который будет производить контент, это фотографии, видео, снимать, будет их обрабатывать красиво, чтобы клиентки красивые были. Была гипотеза, что специально обученный человек в Краснодаре, который занимается фотографией, он существенно поможет продвижению в интернете. И действительно так и было. Мы наняли фотографа на тот момент, он и увлекался СММ, и он начал фотографировать и клиентов, и мастеров за работой, и начал публиковать это в социальных сетях. Сергей был достаточно активным, такой прикольный, интересный. Он предлагал свои услуги, кстати, маркетолога. Мы с ним пообщались, он вообще в пустоту все улетело, о чем мы с ним общались. То есть он не дотягивал до моего представления идеального маркетолога, того, кто готов работать в моей компании. Но, тем не менее, у него были амбиции. И, о чудо, он начал встречаться здесь, в студии, с Аней Дубовик. Мы никогда не ставили какие-то запреты или барьеры на общение людей друг с другом. Это любовь, проблем нет. И именно этот человек, который был нанят как фотограф, вел себя совсем по-другому за спиной у Жени. Продолжай. Женя Якушкина. Наш партнер. Да.
Женя Якушкина, она дружила с Аней Дубовик. В принципе, Женя дружит со всеми. Она очень добрая, всем доверяет. И Дубовик обучила последний курс мастеров. Чтобы вы понимали, мы рассказывали об этом в предыдущих сериях. Можете посмотреть, где там это будет ссылка. О том, что у нас мастера обучающие были замотивированы большой зарплатой за то, чтобы 2 месяца их ученики, отучившись, остались в студии и находились в зеленой зоне. Это был идеальный идеал, когда, то есть это действительно классный мастер, классно обученный, работает. Что сделала Аня Дубовик? Она каждую их работу поправляла, то есть и они, там кто-то в желтой, кто-то в зеленой, то есть Поправляла, имеется в виду, за поправляла них во время делала. процедуры, то есть она прям помогала. Естественно, и Женя тоже здесь торчала, помогала, то есть это такое было. Как только они 2 месяца эти рубеж перевалили, и куратор от них отстранился, они резко упали в красную зону, потому что Их надо было были увольнять. обучены крайне плохо. Но Аня уже получила за эту зарплату, за эти свои действия, и, кстати, свалила со своим парнем Сергеем, и они там ушли открывать свою новую студию, потому что она забрала, пришла вот так вот, боясь, что мы не отдадим эти деньги, которые мы всегда отдаем долги, и все свои обязательства выполняем. Ланнистеры всегда платят по долгам. И как раз, кстати, это тоже Юра взрыхлил. Здесь какие-то внутренние чаты, переписки. Нашел кучу чатов, где они объединялись против нас. Они уже обсуждали, как будут называться их студии, кто там будет работать. Они там перетянули туда базу. Они советовались с Сергеем, уже ушедшим. И я удивилась, я сразу узнала его голос. То есть у меня есть аудиозаписи, где он раздает советы. Ну, ты там еще поработай, да-да-да, то она тебя подшлет, там тролливали, и такой, ничего себе, он так умеет. Я Жене дала послушать, она говорит, это не он, не может быть, что это он. Ну, как бы это он. У меня есть эта запись. Короче, он активно помогал разрушению краснодарской студии. Причем, ладно, я плохая, злая там и все такое, но Женя это просто, не знаю, божий одуванчик, который никогда никому не насолил, всем помогал и остался реально у разбитого корыта, еще и в панике от того, что все побежали, и ей казалось, что она в каком-то аду находится, и, возможно, мы чудовище, просто делаем вид, что мы хорошие. То есть на тот момент мы с ней только начали как бы более плотно общаться. Ой, это было ужасное время. А почему ты хотела уйти? Это какой был момент? Почему ты в тот момент захотела уйти? Это как раз была вот эта фигня, когда все разваливалось. И да, расскажи, почему ты хотела уйти? Ну что, какой-то был такой... Был вот период, когда все хорошо, прям классно, общались все партнерами, вот прям все классно. А какой-то настал момент, как-то стало все резко плохо. Я не помню, после чего прям вот такой переломный. Наверное, после вот этого нашего какого-то очередного собрания. Я думаю, что очень много нововведений, которые обострили очень сильно, ввела Даша, маркетолог, которая пришла на тот момент, примерно, там, не знаю, она пришла за пару месяцев до развала, и начала вводить это, менять, перетрубации, кого-то увольнять, какие-то проекты безумные, как это сказать, всем представлять. И вот эта встреча партнеров, помнишь, где все такие вдохновились, она же была вдохновляющая, да. действительно. И она внушала прям доверие. Да, то есть казалось, что реально это классный специалист. Я сейчас опять отвлекусь, об этом будет отдельная серия. Мы наняли маркетолога, которая всех зажгла. У нее такой талант, то есть человек, который очень к себе располагает, очень интересный, очень такой позитивный. Вот прям вот, да, вот это все про нее. Да, прямо типа, охота была с ней прям и дружить, и общаться. Вот прям действительно такая зажигалка девчонка. И она зажгла всех партнеров на собрании, а потом начали рушиться один за другим ее проекты, какие-то траты начались безумные, которые не приносили. То есть у нее было, как у всех, кто к нам приходит, 2 месяца работы, ну как испытательный срок, когда она могла все свои проекты воплощать. И к концу 2 месяцев все посыпалось, порушилось, ее Дима уволил, не продолжил с ней работу. И это как раз послужило триггером того, что начали возмущаться партнеры что, конкретно. Типа, что никого не да, спросили, наконец-то что... мы нашли классного маркетолога, а вы ее уволили. Да просто Дима с ней характерами не сошелся, там тролливали. Там отдельно есть плач Ярославны, людей, которые остались с ней работать, и то, что она там из них выдаила огромное количество денег, не дав ни одного там клиента, вообще разрушилось все такое. То есть, ну ладно, о ней у нас будет отдельная серия, просто вот, чтобы ты понимала, вот этот взрыв активности, а потом да, спад активности. Я помню, я просто не помню, вот в какой такой вот прям четко, вот, как будто она до и после разделилась, и все. Это вот эта встреча партнеров в Питере была, она была какая-то провальная вообще.
И там же как раз ты сошлась хорошо со Старшиновой. Ну, все там, да, общались. Да. Очень То есть это интересно. моя была, как я сейчас вижу, ошибка всех между собой дружить, и чтобы обмен опытом был, и тролливали встречи, и она вышла боком. И получается, и с Дашей ты там крепко сошлась, и со Ну, мы все, Ксюшей, да, и общались. с Аней, в Партнеры общем-то, вообще всё, все да. как раз-таки вот начали все... Ну, просто, знаешь, такого не было с Марго. То есть с ней никто прям плотно не общался. То есть я думаю, что как бы вы там по интересам сошлись, может быть, по, там, не знаю, каким-то своим этим. И да, расскажи, что там было. Как ты испугалась? Почему ты испугалась? То есть ты реально побоялась, что мы тебя кинем, что там... Они же Нет, об этом же подожди, речь это шла. же было позже, когда я все-таки, ну, решила выйти. А когда, ну, я уже решила прям совсем все, что я ухожу, и ты вернула деньги уже после того, как все партнеры ушли. Да, как То все есть, развалилось. Да, как все развалилось. То есть, ну, эта ситуация затронула же и меня, то есть... Но ты испугалась и расхотела с нами работать, в том числе из-за этого, правильно? Да, потому что очень эмоционально давило со стороны всех, кто на тот момент как бы отсоединился, потому что, ну, когда тебе постоянно говорят, да тебе не вернут, да ты, ну, все, там, только пользуются, да. Ну, у меня мозг взрывался, меня как будто на части рвали, с одной стороны. Ну, я вроде бы как тебя уже считала подругой, но вроде бы как еще, ну, времени недостаточно много прошло, и вроде есть доверие, но с другой стороны тут тебе там могли даже какие-то факты в виде каких-то прежних договоренностей, невыполненных, там, предоставлять, и что вот используют, манипулируют, и, короче, это А что за договоренности, которые мы не выполнили? О Ну, чем речь? это истории прежние, когда вы еще с теми партнерами заключали, да, такие же какие-то сделки в плане вот вступления в партнерство, вот, и у кого какие обязанности там и все такое. Ну, я, честно, сейчас вот этого не вспомню, потому что это меня не касалось. Ну, прям четко, прям подробностей. Монтажная склейка, магия кино. Теперь появляюсь здесь я. И я здесь для того, чтобы расставить точки над «и». На самом деле, то, о чем говорит Женя, то, что я не выполняю свои обязательства, это моя глупость. Я расскажу сейчас почему. Потому что, когда мы подписывали декларацию, ту самую, она важна, на самом деле, для того, чтобы партнеры понимали, что ожидать от друга и так далее. И там я говорил, что я буду заниматься маркетингом и продажами. При этом количество филиалов росло, их было 8, там, в определенный момент 9. Я понимаю, что я не вывожу заниматься маркетингом и продажами. На каждый филиал нужно уделять внимание для того, чтобы настроить маркетинговые кампании. И на той встрече с партнерами как раз от меня исходила инициатива: давайте каждому из вас назначим зарплату. Пускай человек получает деньги за то, что он выполняет функцию тренера и готовит мастеров, за то, что он выполняет функцию HR и директора. И эта зарплата должна рыночная быть. Для того, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, завтра я, например, сломаю себе позвоночник и не смогу двигаться, условно. Но если это произойдет, никто не должен пострадать. И студия должна быть готова к тому, чтобы этот удар принять спокойно, сменить меня с позиции директора или там руководителя отдела маркетинга. Придет другой руководитель отдела маркетинга, будет получать нормальные деньги, такие же рыночные, и, в общем, бизнес не пострадает. Но я не могу это делать бесплатно и всегда. В какой-то из моментов мне просто, мы не рабы. Понимаете, в чем ситуация? То есть я дал это обязательство. Я написал, что я буду заниматься маркетингом. Но я понял, что оно неправильное. Это ненормально. Если завтра условно Аня Куцеволова скажет: Дима, я не буду тренировать, но я остаюсь в составе учредителей, я обязан буду ей выплачивать дивиденды, потому что она все равно является соучредителем. И я понимаю, что я должен буду сам тянуть на своих плечах маркетинг, продажи, условную Аню Куцеволову, которая является пассивным учредителем, и еще как-то решать проблему с обучением, потому что она выбыла, и эту функцию никто не будет нести. Тогда я собрал всех учредителей, всех партнеров и сказал: ребята, давайте мы разобьем наши функции и сделаем так, чтобы они были по-рыночному оценены, и мы начинали получать зарплаты. Если я работаю на позиции директора по маркетингу, я должен получать, сколько стоит такой директор по маркетингу, как я. Вопрос. Сколько? 100, 150 тысяч. Хорошо. Сколько стоит тренер такой, как Аня? 100, 150, да, тоже много. Мы абсолютно точно будем понимать, что это наши зарплаты, а не эфемерная прибыль.
которая сейчас есть, и мы ее там пилим. Если кто-то уйдет на покой, он будет знать, что он ушел, он имеет право получать пассивный доход, но его зарплату за те дела, которые делает за него другой человек, будет получать другой. И это абсолютно нормально. Я выступил к партнерам с этой инициативой. Что я услышал в конце? Нет, нам это не интересно, потому что... еще я хотел убрать всех мужей от управления. Потому что и Анил, тупорылый товарищ, он реально очень тугой. У него очень большие проблемы, это Уфа, он очень большие проблемы с интеллектом. Просто с образованием, с интеллектом, не знаю, может быть, дефицит витаминов был в детстве. Но по какой-то причине ему очень тяжело быть директором, а он фактически эту функцию там выполнял. Это ненормально. Мы не можем доверять таким людям. Я говорю, давайте устроим обычный конкурс на позицию директора. И если Анил пройдет ее, я буду только рад 2 руками. Но он не пройдет. Или любой другой муж. Да. Соответственно, они почувствовали угрозу к тому, что их мужей ототрут от бизнеса, причем абсолютно легально, что они должны будут в управляющую компанию платить за позицию директора по маркетингу, это там 150 тысяч. Они должны будут, даже если там что-то пойдет не так, платить себе зарплату. А где прибыль? А прибыли нет. А зачем тогда с ним делиться? А пошел он вон. И когда они говорят о том, что я не соблюдаю эту договоренность, наверное, есть здравое зерно, но опять-таки на собрании учредителей, вот этих акционеров или как партнеров, я именно это и хотел изменить. Я сказал, я не понимал, что я творю. Когда я подписывался под этим, я не понимал, что я не могу бесконечно. Давайте так, если я сломаю завтра действительно позвоночник или умру, Все рассыпется. все рассыпется из-за того, что я не выполняю свои обязанности, то есть я буду плохой. Если завтра, не дай бог, что-то случится, я просто скажу, я не могу этим заниматься уже вот здесь. Все, надоело. Я буду плохой. То есть что за рабство? У нас свобода труда, все дела. Давайте назначим друг другу зарплаты и будем распределять. То есть если я уйду, пускай кто-то получит вместо меня 150 тысяч, а я получу на эту сумму меньше из прибыли. Но это же по-честному, по-честному. Меня никто не услышал. Вот в итоге и этот аргумент использовали тебе, втыкая, говоря, вот смотри, он обязывался быть с нами навеки до гробовой доски, а он не выполняет своих обещаний. Это один из, скажем так, просто это был такое эмоциональное очень давление. И у нас общий чат. Давай, расскажем, как было с У Беллой. нас был общий чат, и Беллу выкидывают из чата же, да, и тут мы что, мы ничего не знаем, никто из партнеров ничего не знает, Беллу выкидывают из чата, и ты просто пишешь, что все, Белла с нами не работает, этого филиала нет, и все. А я-то здесь не общаюсь, и человек в слезах там тоже, а ее подруга же, Аня, там тоже, это близкий человек. Про проблемы с Беллой. То есть у нас обсуждалось всегда, что партнеры это как бы равноправие, мы там вместе решаем, другой партнер может зарубить на корню, трали-вали. И такая ситуация... Белла, когда была вот этим самым первым партнером вот здесь вот в студии, вот в этой обычной, ее парень, просто парень, с которым она жила, Влад, он, так как мы уже знали, что она будет открывать другой филиал, я говорю, давай он побудет директором у нас здесь, изнутри кашу узнает, вы же будете вместе работать, все, они все согласились, он производил впечатление вполне адекватного, и он начал страшно косипорить, и оказалось, что он просто там, не знаю, задваивал чеки, то есть он реально сдавал чеки одни и те же дважды, и получалось, что мы ему должны вернуть деньги, то есть я не думаю, что это прям воровство было. Это было либо воровство, либо бескромешная тупость. И мы его быстро уволили. Просто. Он проработал пару месяцев, мы его уволили вообще насовсем. Все, он ушел, какую-то другую работу нашел, там все. И тут, когда Белла открыла свой филиал, она сказала... она какое-то время работала, там что-то открылось, там тролливали. И она пришла, сказала... она написала, она говорит... Я взяла Влада на директора, на должность директора, он будет теперь директором. И как-то так еще сказала, что как будто это не обсуждается. То есть, и она приходит к нам, и Дима ей говорит, он не будет директором, ты не можешь его взять на роль директора без конкурса. И вообще он уже пробовался, мы поняли, что ему с нами вообще не по пути, он там все просрал возможности абсолютно свои. И она приходит в ультимативной форме, нам заявляет, он будет директором, я так решила. Все, то есть в отношениях партнерских такого быть не может вообще. И тогда в ответ ей прилетело, я решил, что я с тобой работать не буду, если ты вот таким образом себя ведешь. Все, Белла, до свидания. Она рыдала, она не хотела уходить очень сильно, то есть, но ей было сказано все,
наши отношения заканчиваются на этом. И Белла удалилась из чатов, и все. И более того, у нас к ней не было никаких претензий, потому что она только-только открыла филиал, мы еще никакой работы с ней не произвели, как бы, чтобы у нее там какую-то половину забирать или что-то такое делать. И все, мы сказали, работай дальше сама, все, мы просто не имеем к тебе больше никакого отношения. Только забыли скрыть базу от нее, которую она слила и потом использовала, почему-то посчитав, что она имеет право многолетнюю базу, сколько лет она собиралась нами, покупалась, потому что это все маркетинг, это огромные деньги, она почему-то ее забрала и изнасиловала после ухода, что тоже говорит о том, что не зря мы с ней расстались. Вот, я тебе и всем другим объяснила свою как бы неадекватность, знаю, неадекватность, которая там возмутила Аню, допустим, которая... И вообще наша ошибка была довольно большая. Во-первых, дать возможность между собой всем общаться, обсуждать. То есть почему-то, допустим, партнер из Питера мог сказать, так, а почему в Москве цены вот такие, или директор получает столько-то, или еще что-то. То есть и на этом же собрании партнеров Дима пытался донести, что вы абсолютно совершенно разные филиалы, вы зашли на разных условиях. То есть мы можем этому подарить, этому продать задорого, этому там самим доплатить, лишь бы он с нами работал. Мы можем все, что угодно, потому что это сеть, в которой права неравные у всех. Ну вот да, на тот момент, кстати, ничего, такого понимания не было. Почему-то все решили, что там Иркутск и Питер или Москва, они абсолютно одинаковые, и все должно быть вот прям одинаково, зарплата одинаковая. Но нет, это рынок дикий совершенно, и условия во всех городах разные, усилия тратятся разные. Это колоссальные усилия, которые тратились на раскрутку Москвы, невероятные, всегда так было. И не такие колоссальные, которые тратились там, не знаю, на Казань. Она тихо открылась и работала без особых убытков, тихо, мирно, как бы проблем с ней не было. И, естественно, силы наши распределялись неравномерно на все филиалы. И почему-то Аня из Питера, которая дружила с Беллой, решила, что мы чуть ли не должны согласовывать со всеми нахождение партнера. То есть мы не хотим с ним работать. Все, мы удаляем его из управляющей компании, из своих друзей, там, из всего, и до свидания. И какие-то вот такие решения оказались, я думаю, пугающими. Ну, да, пугающими. Да. То есть, и они же случились вот прям в сжатый срок, какой-то месяц. Вопрос простой. Я понял, что люди, с которыми мы ведем бизнес, очень часто неправильно воспринимают информацию после того, как Аня Куцеволова, посадивший своего сожителя, на тот момент он не муж, а сожитель Богдан, который сейчас всем там заправляет, как он говорит, почему он, будучи подписантом за 8 тысяч рублей директором, которого, опять-таки, никто со мной не согласовал и не сказал, давайте устроим общий конкурс на позицию директора. Нет, она взяла своего директора и потом говорит, еще раз, давайте, как это устроено? 50% отдельное юрлицо в Питере принадлежит мне, 50% Ане. 50% принадлежит отдельное юрлицо в Москве и 50% еще другому партнеру, который к Ане не имеет никакого отношения. В Москве мы платим директору 60 тысяч рублей, в Питере Богдан, который принят вне конкурса, получает 8 тысяч рублей. И она спрашивает у меня, а почему в Москве 60? Почему? Я говорю, да подожди, ну это вы же разные партнеры. В Москве другой партнер, другие условия труда, другой рынок. У тебя работает человек, который живет с тобой рядом и в твоих интересах экономить. Давай наймем нормального управляющего. Нет, я хочу, чтобы Богдан получал 60. Ну, как бы у меня от этого желания, естественно, горит пердак. Я говорю, Аня, мы будем искать рыночного управляющего, который будет просто-напросто конкурировать. Богдан хочет участвовать, ради бога, но он не пройдет. И она понимает, что он не пройдет. И после того, как я это форсировал, она понимает, что ее длинноволосый друг останется неудел и будет просто висеть на ее шее и питаться за ее счет. Она понимает, что ей нужно как-то его пристроить. Отсюда возникает конфликт. Опять-таки Богдан начинает пилить и говорит, ну давай, это что такое? Мы сами все сделали, мы сами все купили. А заходили они, естественно, на каких условиях? Они получали процессы, бренд, они получали управляющую компанию, но взамен должны были открыться, то есть купить кушетки, машинки, снять аренду, сделать ремонт и прочее. С первого дня все пополам делилось вообще-то. Да, с первого, как только начала работать студия, вся прибыль инвестировалась опять в салон, то есть там долго мы ничего не получали. Ну, смысл в том, что они открывались, и с первого дня все расходы, все, которые были, они в том числе распределялись и на нас, и на них. Как бы мы всю выручку, всю прибыль отправляли обратно в общий котел. И с нашей стороны это был, еще раз, бренд, маркетинг, возможность участвовать в сети. С их стороны было траты на открытие,
ремонт, штукатурка, не знаю, новые плинтусы, кушетки и машинки. Все. Кстати, двойные стандарты заметил, когда ты сказал, я хочу получать деньги, либо уйти, и кто-то должен прийти получать деньги. А все были против, а когда Богдана мы хотели пристроить, чтобы он работал директором вне конкурса и получал деньги, то есть это тут она за, еще и побольше давайте платить. То есть это вот все время... Ну, Короче, все думают о и себе. вот что я сказал. Это мое гневное фи. А проблема, и Сева сказал об этом, это наш партнер в Воронеже, он сказал одна, что вы не смогли настроить внутренний маркетинг. У вас не было внутреннего пиара. Мы не смогли донести нашу мысль и наши идеи, и наши мотивации до каждого сотрудника студии, до каждого мастера. Мы не смогли рассказать, почему мы так поступаем. И ты оставалась в неведении во многом. Ну да, это смотрелось как под разными парадигмами. У вас там сквозь одну, у меня вообще сквозь другую, а тут еще куча информации, которая усугубляет еще видение. Но это же совершенно просто другое. на данный момент, на тот момент Куцеволова была заинтересована, чтобы мы ослабились как можно сильнее, чтобы уменьшить вред потенциально, потому что она знала, что так просто для нее, а для нее и сейчас это на самом деле не так просто не проходит. И те медийные потери, которые она несет сейчас, они на самом деле огромные. И это не миллион, не 2, и даже не 10 миллионов. Она не фиксирует их, но это не значит, что они не огромные. Любой обман всегда заканчивается потерями большими, чем ты потерял бы, поступив честно. Так вот, с той Куцеволовой она заинтересована в тот момент, возможно, с подачи Богдана, я не знаю, он там может быть стратег, чтобы в том числе крупный город, который представляла Женя, был выбит у нас из-под ног, чтобы мы занялись разгребанием наших проблем здесь. Поэтому она обратилась к Жене и с этой стороны нас обосрала. А опять-таки, если Женя не понимает, что у нее нет никаких объективных причин этого делать, то она думает, а зачем они это делать? Зачем человеку, который с ними 5 лет, поступать так плохо? У нее нет объективных причин для этого. Наверное, она говорит правду. Да, у меня было понимание, что очень-очень долго работает, уже знает людей, а я только пришла и Но я это же была не только Аня, расскажи. боялась, что меня обманут, и все такое. Это была не только Аня, потому что от одного человека ты бы не испугалась, Нет, правильно? нет. Они, получается, все над тобой работали, и даже вот у нас был разговор с тобой, мне врезался он в память, когда Старшинова с тобой по телефону разговаривала, ты мне это рассказывала, причем не сразу, ты там какое-то время переживала, не знала, куда металась, и ты мне рассказала этот разговор, как она стоит на перепутье, то ли совесть выбрать, то ли деньги выбрать. И более того, я тебе скажу, я с ней когда по телефону разговаривала, когда это все случилось со Старшиновой, она уже со мной говорила, думая, что я, возможно, записываю там, чтобы к адвокатам, к юристу. Ну я же у тебя купила филиалку. Что вообще? То есть это прям... Эта тварь просто, она все продумала. Она готовилась, она думала об этом. В тот момент, когда она с тобой говорила, она сомневалась еще, я подозреваю. Правильно? Я не знаю вообще, честно не буду говорить, кто как продумал, и даже мне, я уже говорила, что мне даже осуждать не хочется, потому что реально я же тоже поддалась этим всем каким-то эмоциональным настроениям, каким-то страхам, и я тоже почти ушла, все присоединилась, и я же потом, уже меня настолько терзали эти все, с одной стороны, у меня не было ощущения, что меня просто обрабатывают, у меня было ощущение просто, что, партнеры все общаются, да, и уже у всех накипело, и со мной тоже делятся, и все все нагнетало у меня, да, в голове. И я же потом тебе уже, да, рассказала уже после того, как отсоединились партнеры, что да, я, тоже обсуждался вариант, что я буду работать в Москве с Ксюшей. Как обсуждался? То есть тебе поступило предложение? Да, я не знаю, честно, это чья была идея до сих пор, честно, понятия не имею, в чьей голове она возникла, Даши или Ксюши, прям правда, она хотела тогда работать. Даша же активно работала еще, с ними. Да, она была же уволена, но она же общалась со всеми. Она осталась с ними. Да, причем она же должна была, как стать маркетологом, всех продать, вы начнете зарабатывать бешеные бабки. Да. То есть чья эта идея была, я вообще не знаю, прям конкретно. Но разговаривать ты с Ксюшей. Да, общалась с Ксюшей. С Дашей тоже. Даша тоже мне преимущество рассказывала. Даша мне предлагала уйти от мужа. О чем речь? Она сказала, ты что ты с ним вообще, ты таких высот достигнешь, уходи от него.
Это потрясающе просто, да. Ну, Ксюша, она сомневалась до самого последнего. На самом деле это был, наверное, вот человек, который прям не продумывал это все, а который вот прям поддался и все, и прям назад шаг не сделал. Хотя она была в какой-то момент тоже готова как бы отступить от этой затеи. Видно было, что чувствовала, что это ее терзает прям тоже. Ну, Ксюша, вот я тебе знаю, она- ты смотришь это. Я хочу, чтобы это терзало до конца твоих дней. Я хочу, чтобы ты не спала с этим. Ты знаешь, что ты нам причинила сильную очень моральную боль и страдания. И мы разочаровались в людях благодаря тебе, Ксюша. Вот живи теперь с этим. Ну, короче, и я же была тоже вот уже прям почти, практически готова была уезжать. На То есть я чемоданах понимала- сидела. Ну да, можно так сказать. Я понимала, что я деньги уже потеряю. То есть, прям у меня было в голове ощущение, что да, здесь это будет плохо, а там будет хорошо и честно. Да, вот так. По поводу честности. Еще раз, ты 2 дня назад все партнеры получили одинаковое предложение. Мы фактически дарим вам филиалы, не прося ничего взамен. Я думаю, что это предложение коснулось бы и Питера, и Москвы, и Ксюши. Если бы сейчас все было так, как было, вы бы просто так получили бы свои филиалы. И опять-таки, все активы, все базы, не просто там, а все. Пожалуйста, хотите, закрывайте, хотите, используйте, хотите, работайте под своим брендом No Name. Как ты считаешь, если мы возьмем в модуле, вот если бы мы были такими свиньями, если бы мы были обманщиками, стали бы мы это делать Да или нет, нет? конечно. Это я уже потом, естественно, со временем поняла, да. Я же почти ушла, вернее, как я отказалась от партнерства тогда, после всей этой истории. То есть все, я поняла, что я Ксюше сказала, Ксюша, извини, у меня просто уже взрыв мозга, мне было очень морально тяжело. То есть для меня я прям приходила, я настолько переживала, рыдала, мы там с мужем вообще просто ругались, просто вот я... А с была мужем на что взводе. ругались? Он не хотел Да в Москву просто ехать. Нет, я вообще, в принципе, на таком эмоциональном прям каком-то пике была, ужасное было. Вот. И потом, когда мы с тобой встретились, уже вот эта вся ситуация произошла, и я сказала тоже, что, как бы она меня тоже коснулась, и все, и меня отпустила, и я поняла, что нет, и там нет, и здесь нет, то есть мне нужно сделать, видимо, перерыв какой-то, и вот все, просто, чтобы все успокоилось, какое-то все переосмыслить. И тогда я просто какое-то время работала же мастером, да, тренером вот здесь. Вот. Да, я вернула тебе деньги, ты работала Да, просто. вернула деньги, я просто Подло работала. вернула деньги. Да. Я и дубовик же внесла деньги, я же ей тоже вернула. Ё-моё, сколько я могла денег заработать? Итак, с Женей мы заканчиваем на том, что это наглядный пример, как легко можно манипулировать сознанием людей, даже находясь за много километров. То есть, если мы, находясь рядом, не смогли внушить ей устойчивости того, что мы честные, что мы хорошие, и мы не дураки при этом, то что уж говорить об остальных людях. О бедной Алине Рамазановой, которая, действительно не самый умный в мире человек, поэтому ей манипулировать было вообще легко. И это первое. И второе, это то, что я уверен, что Женя справится, у нее включится 3-й глаз, когда она останется 1 на 1 с бизнесом. Поэтому мы будем делать посмотреть. Сейчас нас не связывает вообще ничего. То есть де-факто сейчас мы не бизнес-партнеры даже с тобой. Поэтому я могу говорить смело мнение о тебе, ты обо мне, ничто ни на чего не повлияет. Поэтому я говорю, что у тебя все получится, но ты должна принять эту ответственность, которая на тебя сейчас свалится. И сесть в нашу шкуру, на самом деле. Итак, мы приближаемся к Нашей любимице. К антагонисту главному этого сериала. Это человек, который был в кругу семьи практически на протяжении 5 лет. Человек, которого, тем не менее, мы в силу своей, наверное, слабости, подготовки не смогли ничему обучить, и он научился всему сам, причем в достаточно короткое время. 6 лет работала. Слушайте, вот я могу здесь еще наставлять скринчиков, где-нибудь они появятся, о том, как она искажает факты. То есть мы реально научили ее работать, быть мастером, но мы не научили ее быть честным человеком, потому что вот это вот, не знаю,
да, врожденная, возможно, у людей, которые есть, то ты же не врешь, никому не даешь, да, вокруг себя. Она врет. Я вру. Много лет останавливал он меня, и уже теперь это стало моей второй натурой. Я тоже, если что-то мне не нравится, я сразу говорю, даже если там порчу отношения. Но людям другим сложнее, кто не Еще раз находится постоянно предыстория. в этом. Смотрите, вранье очень дорого. Очень дорого врать. А ты объясняешь, почему ты не врешь? Да, почему я не вру. Не потому, что я честный человек. Врать очень дорого. Правду говорить выгодно и приятно. Как говорил Иисус из «Мастера и Маргариты». А чего же не сказать правду, Иешуа? Правду говорить всегда приятно. Я, когда начал с ней познакомиться с Леной, я понял, что это самый врущий человек. Она врала по поводу, без повода, вообще просто нет, это надо, потому что я хочу, чтобы все поняли. Наверное, вранье есть в каждом, и желание соврать есть в каждом. Но... И украсть. Я читала, я сейчас слушаю Роберта Сапольски, всем рекомендую, и там есть куча лекций про то, что мы обезьяны, которые воруют, это встроено в нас, и это норма, но система, в которой мы живем, не дает нам это делать. Это система, созданная мозгами, и это то, о чем ты говоришь. То есть правду говорить, натуру свою вот эту побеждать и говорить правду, на самом деле выгодней. Да, это выгодно. Я живу с Леной уже больше, почти 15 лет в этом году будет. И за это время мне удалось сделать так, чтобы она не врала. И, наверное, это достаточно быстро произошло. Наверное, года через 2 она поняла, что выгодно говорить правду. Но о чем говорит Лена, мы не смогли донести или там, доказать Ане, которую мы воспринимали, чуть ли не младшей сестрой или дочкой, что врать нельзя, врать это плохо. И она сейчас просто разматывает в социальных сетях соплю своей бездоказательности так, что нам приходится снимать сериалы для того, чтобы вас наконец-таки убедить в том, что она не сама, все сама. А у нее есть один из постов, где она пишет о том, что вот смотрите, как я работала, вот так я работала, бровки рисовала палочками, вот такой формы, когда вот там в студии училась. У меня был учитель, он научил меня всему, чему сам умел на тот момент, и это вот так выглядит. И там такая фотка, я ее прикреплю здесь. А вот работы, которые я научилась делать сама. И просто прикол в том, что именно эту работу мы дольше всего жевали и обсуждали. Она одна из многих, которые мы обсуждали, когда я ее заставляла работать в волосках, когда я ее вызывала к себе на обучение, когда я приезжала к ней. Более того, я заставляла даже ее ореолы делать, но почему-то они у нее не пошли. Она, видимо, как и я, не очень любит сиськи трогать чужие. Вот. Но волоски пошли, и был момент... пошли. Да? Вот такие какие-нибудь, вот с такими ореолами. А какая разница? У оператора тоже пошли бы. Смотрите, я сделала небольшой кусочек записи экрана и покажу вам. Конечно, все не получилось, потому что кто-то быстро грохнул историю. Ну вот что у нас здесь есть. Очень много мы обсуждали, конечно, работы постоянно, технику внедрения, сам рисунок. Вот здесь вот как раз... Поняла, да? Я просто заставляю студентов своих прям тщательно фотографировать и тщательно сравнивать, когда зажившие приходят. Потому что у тебя много двойных, тройных волосков, а они заживают не концентрированно, так как одинарные, а вот такими полупустотами. Поэтому тебе надо либо все одинаково делать с одного раза, это опасно, видишь, заглубиться, либо вот так, как Еременко, она хуярит туда-сюда поверхностно, они тогда толще заживают. Я тебе хочу показать постановку рук. Я сейчас научилась ставить руки так, что вообще не заглубляюсь, почти не заглубляюсь. Вернее, я ни разу не видела заглубленных моделей, когда приходят, а они довольно много приходят на коррекцию. Вот. Потому что постановку рук мне твою не видно на видео. Я поняла точно, что постановка рук пиздец как важна, потому что сама сажусь иногда, начинаю хуйню лепить, и теперь себя контролирую все время. И да, техника внедрения очень важная штука. Я думаю, просто надо... Рисунок тоже очень важная штука. Мы очень много работали с этой мадам, которая сама все сама. Вот что-то такое более простое, наверное, больше... может быть, потому что долго держится там, я не знаю. Даже здесь видно уже, что рисунок явно не такой, как она говорила. А именно смотреть, насколько игла вошла сбоку. Что тебя учить, ты сама знаешь. Слышишь, Аня, знаешь что? Попробуй в следующий раз рисовать все волоски тонко-тонко, как обычно, максимально с одного прохода. А серединку каждого волоска, не каждого, а может быть каждого второго, ближе к центру, вот именно центр, сделать чуть-чуть толще. Вот прям попробуй, ты поймешь, что это смотрится прям объемно, поняла? То есть у тебя будут тонкие, идеально прорисованные кончики с внешних сторон, а серединка, как бы ты сознательно ее расширь, пройди не прям по волоску, а чуть-чуть расширь, что я тебя, ты поняла меня, да? Так мы же в театр идем сегодня. Короче, Куцеволова, которая
сама все сама, она об этом писала много раз, она об этом все время в трансляциях говорила. И работа конкретно, вот, с которой там у нее начался отсчет обратно ее там, жизни, замусолена была нами там даже в переписке. У меня тоже, я нашла скрины, пока она не удалила. Она, кстати, как и все, подчистила абсолютно. Вот меня, кстати, это удивляет. Если им есть что сказать, то есть они там где-то, вот Богдан, да, пишет, да я бы встретил лично, да я бы там вот им типа навалял. Там, На или улице. что. Если бы я их встретил на улице. И вот мы узнаем, что приезжают Богдан с Аней в Краснодар, вот на днях буквально они здесь были, у нее был мастер-класс или что-то, они тусили. И мы звоним, Дима звонит Ане и говорит, вот видео, да, там же видео. Смотрите видео. Прямо сейчас мы набираем Аню Куцеволову, она в Краснодаре с мастер-классом, и она не возьмет трубку от меня, но возьмет трубку от скайпа. И мы сейчас ей позвоним и пригласим присоединиться к нам и все без купюр обсудить. Посмотрим, что из этого получится. Аня, привет. Аня, привет. Ты меня слышишь? Да, слышу, кто это? Это Дима Нечаев. Привет. Привет. Ты в Краснодаре же сейчас? Да. Но я тебя приглашаю подъехать и принять участие в последней серии нашего сериала, который посвящен тебе. Можешь Богдана взять. И там мы ничего вырезать... Что-что? Спасибо, я откажусь. Ну, а почему? У тебя же есть замечательная возможность доказать, что мы не правы. Никому не хочу ничего доказывать, мне это неинтересно. Окей. Ну, хорошо. Давай, пока. Что требовалось доказать? Да. И тут же очень смелый Богдан просто не берет трубки после того, как мы Ане позвонили, потому что он понял, что вот все незнакомые номера выведут его на какой-то конфликт открытый. То есть никто не собирался с ним драться на кулаках. Если он так думал, то он дебил. Но я думаю, там косичку плел свою, вот это вот, знаете, делал, но сказать ничего он не может. Они все почистили абсолютно все истории в Телеграме, в WhatsApp, везде абсолютно, где могли, чтобы на себя компромата не дать никакого. Я не чистила ни одной переписки ни с кем. Все, что мне удалось, Аня тупанула, и она там удалила его только недавно, когда мы начали сериал выпускать. И я что успела наскринила, я вот покажу, предоставлю. Но если у них есть что сказать, они должны сказать, потому что их обвиняют в страшных вообще вещах. И когда они говорят, как он там написал, ну вот опять скрин будет, потому что я успела сделать. Когда он говорит, что нас это не волнует, мы вот тут работой занимаемся, а они там увядающую славу пытаются всколыхнуть. Ну дебил, блин. Ну... Еще раз. Человек сделает все для того, чтобы сохранить свою картину мира. Я уверен, что Аня и Богдан, они стремятся, они подсознательно повторяют ту ролевую модель, которую они увидели у нас. И, кстати, многие сотрудники, которые от нас ушли... Все. Ну, не все, но многие. А кто нет? Ну, еще раз. Много сотрудников, которые просто ушли, о которых мы сейчас не говорим. А многие сотрудники, которые более-менее успешны, они эту ролевую модель пытаются воспроизвести. Дубовик вцепилась в Сережу, хотя у них разница большая в возрасте. Аня работает с Богданом. Марго, которая сейчас работает, она работает со своим мужем Сашей. Это нормальная модель, но при этом они всячески от нас открещиваются и говорят, нет, мы сами, мы все сами. Моя ремарка по поводу Богдана. Я думаю, что в кулачном бою я абсолютно точно с ним участвовать не буду, потому что я человек все-таки интеллектуальный, несмотря на то, что там у меня есть и мышцы, и большая физическая сила. И сила, и опыт в боевых единоборствах. Я давным-давно уже не дерусь, за редким исключением, редко очень, раз, может быть, в 10 лет. И все предпочитаю решать разговором. У меня сообщение такое. Богдан, если у тебя есть обсудить что-то, я всегда открыт, всегда готов с тобой пообщаться. Подраться с тобой я не буду. Ты, пожалуйста, иди в детский сад с этими предложениями, и там, может быть, со своими детьми дерись, я не знаю, будущими. Мне все равно, я с тобой драться не буду. Но
провести общение, ты просто побоишься. Потому что, во-первых, ты знаешь, что ты не прав, а во-вторых, ты понимаешь, что ты эту дуэль проиграешь. Потому что, к сожалению, ой, голосок, никто слушать не захочет. Никому не интересно. Почему? Он же выступает на конференциях и учит маркетингу, он учит, как открыть студию. С нуля. У них ощущение, что филиал, я создала филиал, это значит снять помещение и сделать ремонт. Да ё-моё, покрасить стены, вставить там новые перегородки, какие-то двери, вот это не значит создать студию. Тот же самый Богдан, он вошел в сеть студий с описанными процессами, которые продолжались описываться, со скриптами, с мастерами, с колл-центром, где вот все отлажено было уже полностью. И этот человек говорит теперь на конференциях, что он создал свою студию с нуля, и он расскажет, как ее правильно открыть и продвигать. Это у меня просто есть отдельное сообщение для Богдана. Еще одно? Да. Богдан, ты Я думаю, все согласятся с этим. Еще тоже в характеристику общую Ани Куцеволовой. Она расцвела просто, она начала иметь возможность после того, как от нас отвалилась, говорить абсолютно все, что хочет, делать абсолютно все, что хочет. То есть любой плохой комментарий, написанный под любым ее постом, сотрется. Если вы напишете ей его в личку, у нас есть доказательства, и много раз люди, которые там нас знают, или очень много людей, которые смотрят трансляцию, тут же бегут ей писать: ах ты скотина, как ты могла, она тут же это все чистит. То есть мы, это была политика партии, никогда не удаляли ничего. То есть если негативный отзыв, то мы его делали, этого человека, позитивно настроенным к нам. Это адвокатами бренда люди становились. Но мы никогда ничего не терли. И Нет, это мы было терли. запрещено. Мы терли, сейчас я перебью, прошу прощения. Мы терли тогда, когда это касалось оскорбления других участников беседы. Например, когда человек совсем сносил с катушек, и он начал, простите... когда чуть-чуть, да, мы не терли, я имею в виду про нас. То, наш что относилось к студии, к работе мастеров, к нам лично, там какие-то, может быть, по обучению, еще что-то. То есть это никогда не стиралось. Даже сейчас вы можете перейти в комментарии к этому видео и увидеть, что есть тролли, которые спокойно живут, мы их не удаляем. Да, у нас везде они живут. Но и вы, кстати, можете прямо сейчас пойти и написать в Куцеволовой под любым постом, последним, о том, что как же ты могла украсть филиал. И посмотрите, что она сделает с вами. Вы уйдете в блог. Поэтому скорее делайте это не со своего аккаунта, а с какого-нибудь левого, потому что его не жалко будет потерять. А мне интересно, сколько среди вас смелых? Реально. Эта ситуация, она ведь на самом деле, если ее раскопать, она архи несправедливая. Мастер, который отличается крайне дерьмовым моральными принципами, как, например, любой мошенник, капер, например, мошенник на ставках или еще кто-то из YouTube-блогеров, Гусейн Гасанов тот же самый с 10 миллионами подписчиков, она избегает хейта. Вы все пишете в ее комментариях: Анечка, какая же ты молодец, какая же ты хорошая, как же ты спасла человеку жизнь, сделала ему. Но мастер-то она действительно классный. То есть этого не Еще отнять. раз, надо сепарировать хорошего человека и хорошего мастера. Человек может быть хорошим, да, мастер может быть хорошим, но человек, она просто кусок негативной энергии, кусок грязи. Опять-таки, это мне очень напоминает фильм... Как это мы не распознали? Я расскажу тебе. Это напоминает мне фильм «Звездные войны», когда ты не становишься этим джедаем сразу. Я джедай, а я перехожу на темную силу. Нет. Или как, помнишь, например, как в фильме «Варкрафт» добрый волшебник. Он же добрый. Он добрый, он там спасал. Постепенно стал Но постепенно скверно проникало в него, и он в итоге стал Наверное, скверно это Богдан все-таки. Потому что они, когда переехали в Питер, здесь он вообще не вмешивался. Он не имел морального права. Когда он переехал в Питер, он начал активно помогать, а так как он закончил обучение, делать было нехер. Никому он не нужен со своим юридическим образованием, и он полез в бизнес уже эффективно работающий. И расцвел. Если вы не смотрели фильм «Варкрафт», обязательно посмотрите, офигенно. Там есть сцена, где волшебник лежит в бассейне, где он получает энергию, и вокруг него расходится скверно. Он боролся до последнего, и он говорит: извини, я больше не могу. Вот мне кажется, что половина наших партнеров оказались поражены именно скверной. Они перешли на темную силу. И произошло это не так, а это произошло по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И в итоге прямо сейчас вы ставите лайки и комментируете работы не хорошему человеку, не доброму человеку, которым бы она могла быть, а
а человеку, который предал все моральные принципы. Он предал своего преподавателя, предал своего учителя, предал своего, я не знаю, там... Ментора, который я с ней занимался очень много. Я ее проводил по многим дорогам этого бизнеса. И сейчас врет на голубом глазу. И мне кажется, что было бы честно, если бы вы немного подлили маслица в огонь и в комментариях написали, что, дорогая Анечка, мы покупаем у тебя вебинары и смотрим твои обучающие курсы, но мне кажется, что ты, к сожалению, кидаешь людей. Что ты скажешь? Кстати, про онлайн... Сейчас, подожди. Это очень интересная интересная. Мы покупаем твои вебинары и покупаем твои курсы, но ты кидаешь людей и обманываешь своих бывших партнеров, почему ты мошенник. Она не сможет вас заблокировать. Да, заблокируют. Не заблокирует. Они же покупают вебинары и покупают курсы. Ловушка? Ловушка? Ментальная ловушка для мошенника. С одной стороны деньги, с другой стороны правда, что выбрать. Серьезно, перейдите в аккаунт Куцеволовой, она есть в описании к этому видео, и задайте вопросы. Не надо обвинять, просто задавайте вопросы и смотрите, что будет. О чем я говорила? О том, что она развернулась по полной, когда стала свободной. Это свобода попугаем. То есть трутся все комментарии, блокируются сразу. Чуть напишешь, мне много раз писали. Более того, кто это последний раз? Ира Гринюк приезжала. Кстати, Ира Гринюк – это наш партнер в Новороссийске, который, она ушла из компании по личным причинам. С ней мы расстались нормально, и она общалась какое-то время еще со всеми, в том числе и с Куцеволовой. И она рассказывала, что кто-то из ее знакомых мастеров ездил на мастер-класс Куцеволовой, прямо на мастер-классе задали вопрос, а что же вы, спросили, а где вы учились? Она сказала, я все сама, вот 2 года я тут эту технику изобретаю последних. И ей сказали, вы же у Нечаевой 6 лет работали, и тут же подошел организатор, сказал еще слово, я вас удалю с мастер-класса, вас тут не будет. Короче, человек такой, вот, так что затирается все, она как Сталин. Но прикол в том, что вот это переобуваться в воздухе, оно появилось прямо вот у нее, оно расцветает сейчас, я не знаю, что ждать в будущем, но одни из самых первых мы начали на просторах, во всяком случае, российского интернета вываливать видео, вот так вот просто целые процедуры, вот такие обучающие видео, куча роликов, все бесплатно абсолютно, и это вынудило многих других мастеров тоже становиться открытыми, и как бы прогресс пошел. И мы тоже одни из первых, я не знаю, кто еще так активно онлайн продвигал, как мы, потому что очень давно и очень активно и очень эффективно мы обучаем онлайн-мастеров по всему миру. Короче, Куцеволова на всех своих абсолютно мастер-классах и во всех своих постах топила за то, что онлайн обучиться нельзя, то есть только очно. Я, кстати, до сих пор считаю, что вот эти мастер-классы – это все херня. То есть пока ты не учишься на большом количестве моделей, руку не ставишься на кожу, там, рисунку, научиться дистанционно вообще без проблем. А по-настоящему много обучиться на моделях – это надо очно, потому что куча бывает ошибок, сложных кошек и так далее. И Куцеволова постоянно топила за то, что онлайн учиться нельзя, это все фигня, только вот когда мастер показывает. А чем отличается, кстати, когда она сидит очень далеко от мастеров и работает, и люди смотрят на камере, как она работает, чем отличается от моего вебинара или там онлайн-обучения, я вообще не знаю. Ну, как бы топила за то, что обучиться нельзя. Когда мы все сели благополучно на карантин, кто-то вот так переобулся в воздухе и сразу начал говорить, что онлайн, оказывается, научиться можно. И выпустил онлайн-курс быстренько тоже. Но как бы это нормально, все выживают как могут. Что там она еще? Нет, это ненормально. Ты знаешь, как было бы нормально? А если бы она сказала, я всегда говорила, что это невозможно. Я всегда говорила, что онлайн научиться нельзя. Но я попробовала. Или там я там сделала. Смотрите на успехи на мои успехи. А вместо этого как будто меняем реальность. Да. И другой человек. Смахнула, да. И точно так же вот это вот, конечно, вообще волшебство про волшебный латекс, их именно латекс с их логотипом, который надо купить у них задорого. Они не знают об этом. Люди, которые смотрят это видео, они этого не знают. Аня имела интеллектуальное недомогание в момент того, как выпустила видео, где рассказала про волшебный латекс. Она говорила о том, что есть латекс, на котором видно заглубление. Вы легко можете, использовав вот именно вот этот наш волшебный латекс, понять, где вы ошибаетесь. При этом, если вы вдруг не знаете и вы новичок,
любой латекс, который вы используете. 99% латекса сереет коричневый цвет, если вы нажмете посильнее. То есть вы должны работать настолько поверхностно, чтобы пигмент оставался коричневым или розовым, каким вы работаете. Более того, стереть эту всю красоту вы сможете только их волшебным вазелином, вот так в саше упакованным. Я не знаю, сколько он стоит, я не интересовалась, но 15-20 рублей вазелин стоит, которого вам хватит в аптеке на полгода работы. Там. Ну, короче, люди, которые втюхают вам все, что угодно, и вот их реальность им позволяет это делать. Ну, потому что Лох не мамонт, лох не вымерет, но даже, я уверен, что даже такие люди, как Гусейн Гасанов, если вы не видели клип Гусейна Гасанова, Эльдара Джарахова, Гусейн Гасанов, это прям must see. Ты не видела, да? Человек далекий от блогинга, но есть ряд людей, которые занимаются мошенничеством в интернете. К сожалению, их прямо подтянуть нельзя, но они так или иначе выступают в каких-то гивах, где участвуют мошенники, или они в сторис рекламируют мошеннические схемы или пирамиды. И де-факто, как говорил один герой, соучастие – это уже грех. Ты уже там, ты уже грешишь. И карма этих людей бесспорно опускается. Что такое карма? Это в том числе и их отношение общественности к их видео. Это лайки под их видео, это комментарии, где их просто парафинят. Я уверен, что такие люди долго жить не смогут. Но с Куцеволовой, опять-таки, когда она трет комментарии, когда она ворует, когда она обманывает своих клиентов, и ей на вас вообще наплевать. Если ей было наплевать на людей, которые 5 лет прожили с ней, 6, с 12 по 18. То на человека, который купил вебинар и потом не может его посмотреть, даст видос. Никто вам деньги не вернет. Еще раз, вы должны понять, что это крайне неэкологичный человек. Дел общих с этим человеком нельзя иметь, если вы... Ну, как, это очень рискованно. Если вы готовы рисковать, вперед. Но зачем, это непонятно. Кстати, скоро выйдет ее новая машинка, которую они там производят. Ага. По поводу, если вы еще раз новичок, все люди, которые заявляют о том, что мы выпускаем машинки, пиздоболы. Почему? Потому что все эти машинки делаются в Китае, они просто как бы шлепают. Может быть, немножко переделывают. Даже может быть не переделывают. Даже может быть, просто брендуют. Там, просто брендуют. Это нормально, но когда она говорит о том, что моя машинка, или там, что там моя разработка, мы долго... Как Тимати и наушники, помните этот скандал? Также и Аня и машинка. Косвенно, благодаря Куцеволовой, мы потеряли еще одного партнера в Ростове, Оксану Фомкину. И как происходило это, я, наверное, не буду рассказывать, ну, как бы вскользь мы коснемся этого. Но это произошло после того, как они съездили на совместную конференцию во Вьетнаме. Совпадение? У меня есть еще один персонаж, это Настя Губарева, которая работала у меня очень долго переводчиком. А изначально она была у нас в студии мастером, очень слабым мастером, и она находилась в красной зоне дольше, чем все, и я ее уволила. Но так как мне всегда жалко, потому что она хорошая была, вроде девчонка, и она знала английский язык, я оставила ее как преподавателя на своих VIP-курсах. Так они шли каждый месяц, она зарабатывала так даже больше, как переводчик, чем работая мастером. Когда у меня были промежутки, я ей предложила, говорю, давай, если в свободное время, ты можешь работать. Она как удаленный сотрудник обрабатывала все заявки с Фейсбука и с Инстаграма, которые поступали по VIP-курсам, потому что я очень сильно закидана была заявками, все хотели ко мне учиться, особенно когда я постоянно была в эфире и когда все знали, что я обучаю. Откуда, вы думаете, у Ани нарисовался трафик? В какой-то из ВИПов, когда здесь была Куцеволова и Старшинова, они крепко подружились, ездили на море куда-то вместе потусили. Мне пришлось уволить Губареву, то есть я сказала, пошла вон, она еще такая, я же лечу к тебе из Москвы. Я говорю, пошла нахер вообще, потому что только что я увидела, что они там в десна целуются с Куцеволовой на конференции во Вьетнаме. То есть я такая, то есть она, работая со мной, зная мои отношения с Куцеволовой, скрывала от меня, что они с ней дружат. И я уверена, что трафик моих, потому что я в какой-то момент смотрю трансляцию Куцеволовой, а там сидит мой переводчик вьетнамский, тот же самый Миша у нее, и резко потом и резко потом она летит уже во Вьетнам, и у нее там вот это вот все тоже короче, трафик перенаправился, потому что та же самая Губарева предлагала и Жене в какой-то момент, как бы якобы с ней связались наши студенты и предложили полететь, проводить обучение. Но я Жене объяснила, что это ненормально. Студенты должны лететь в школу, чтобы здесь школа функционировала, потому что я столько лет потратила на то, чтобы она работала. Здесь куча сидит обучающих мастеров, и она сама в том числе. Она не может взять и полететь на мастер-класс к нашим студентам. Она отказалась, она поняла, от этой идеи отказалась. А Куцеволова не отказалась, и от трафика моих клиентов она тоже не отказалась. Очень
интересный момент. Один из конфликтов с Женей был следующий. Жене предложили обучение на территории другой страны, чтобы она вылетела и обучила мастеров, например, во Вьетнаме или там, не знаю, в Англии, в Израиле, не суть важно. Она говорит: ой, я хочу, да, они платят нормальных денег, я лечу. Я говорю: нет, ты не летишь. Почему? Я говорю: смотри, потому что мы вложили огромное количество денег в то, чтобы развить бренд школы. Вложили? Вложили. Ты познакомилась с этими сотрудниками и, будучи тренером школы, правильно, не сотрудниками, клиентами, получая за это зарплату. Правильно? Правильно. Сейчас ты вместо того, чтобы пригласить этих клиентов сюда, на территорию нашей школы и получить прибыль и разделить напополам, ты летишь сама и забираешь все деньги. Это нечестно. Ты пытаешься обмануть. Да. Да, Но она поняла. Она не сразу это поняла. Я думаю, что она день прошел, но Женя поняла. И это тоже один из тех моментов, когда, казалось бы, а почему нет? Это я лечу, это же мой. Они очень часто... Они же меня захотели, но до этого они поняли, что я не полечу, потому что во время обучения они меня все зовут к себе в страну, я всегда отказывалась. То есть я могла излетаться просто по всему миру за эти годы, но я всегда отказывалась. И они пытались позвать моих мастеров, и там они анонсировали бы, что вот мастер Нечаева, то есть на этом выехать, потому что они хотели заработать просто. И никто бы не знал о Жене, и никто бы не знал об Ане, и никто бы не знал об этих людях, если бы не Лена. То есть она выступила проводником, более того, она отгружала фурами клиентов и руководила лично разработкой и развитием аккаунта в Instagram Куцевола, который сейчас достаточно успешен, известен, и, собственно говоря, Лене колет глаз сейчас. Потому что это плод ее ошибок. Расскажи об этом. Во-первых, мы снимали видео с ней здесь, много довольно видео, выгружали на наш YouTube-канал. И когда она переехала в Питер, туда-сюда мотаться стало проблематично, я давала ей темы, она записывала видео, она писала тексты для них, я их согласовывала или поправляла, затем она записывала видео, присылала, я говорила, что не так, там мы полностью их обсуждали, и затем она их должна была выкладывать, какие-то выкладывались, но потом, естественно, мы их поудаляли все. То же самое было с Инстаграмом, то есть она присылала мне посты, я ставила задачи в мегаплане, чтобы были вот такие-то работы, то есть вот там, если столько-то лайков не собрало, значит, убираешь эту работу, там, выставляешь новую, короче. Вот эта работа была постоянная. Аня была самый отзывчивый работник в этом плане, тем более, что она поняла, что волоски у нее начинают получаться, на волоски идут и клиенты, которые хотят волоски, тогда весь мир помешался на микроблейдинге, я постоянно об этом твердила. Если они идут резать себя лезвиями, дают, то на волоски, на красиво, художественно выполненные, они просто, ровными рядами выстроятся, а ты сидишь и делаешь работы, эти дурацкие растушевки, такие же стрёмные, как и там ее мастера. Все эти бесконечные задачи, все эти бесконечные обучения, заставляния. Она психовала, ей это было больно, она чувствовала себя там где-то лузером, потому что я постоянно кого-то в пример приводила, это все тяжело давалось ей. Она взбрыкивала периодически, я взбрыкивала периодически, говорила: да все нахрен, делай, что хочешь, я больше не буду лезть. Потом к этому снова возвращалась. И в итоге, когда уволили Дашу и когда взломали мой аккаунт, из него высосали все до этого, в принципе, и тут же еще и получается, там висит пост о том, что я вообще-то тварь и сука, еще что-то обсираюсь я, там мои работники, которые лояльно остались в Москве, там девочки, хотя они были в зеленой зоне, они пишут, что они в красной. Сейчас вот здесь появится куча этих слайдов. И о том, что я ушла на покой, и мои студии Реброуми вообще закрылась, а студии остались, идите скорее там к ним, это Старшинова, Куцеволова, там Разманова. Это все в нашем аккаунте. То есть люди такие: ой, как жалко, что, Лена, вы ушли на пенсию. Я такая: что? Как это так? И я пишу Ане, говорю: Аня, как ты можешь такое позволять? Твой маркетолог, а Даша осталась работать с ними. Такое творит. Как это вообще возможно? Ой, отстань, я вообще там не при делах. Она, работает методами, которые умеет. Или что такое, я тоже этот скрин приложу, я его успела заскринить. И это вот так вот просто с меня, не знаю, волосы слезали клочьями от этого всего. Ладно, методы человека неадекватного, которого ты распознал, уволил ее, но
она позволила этому человеку на себя работать и это делать, то есть пользоваться нашими вот этими ресурсами. Там вплоть до того, что они рекламные кабинеты, деньги какие-то все поставляли себе, не вернули, ты помнишь, и их тратили на рекламу. То есть там просто какая-то жесть творилась. И она сказала, нет, там, и ваша там вражда меня не волнует. А Даша мне сказала, и когда я ей позвонила, говорю, Даш, ты чё, как бы мы с ней вообще в нормальных отношениях были, когда ты ее уволил, она же говорит, я прилечу. Я говорю, ну давай, прилети, а вдруг, помнишь, я всегда проводник между тобой и всеми. Я говорю, давай, прилети. Она такая, все, я покупаю билеты, я купила билеты, давай. Я говорю, Дим, Даша прилетит, говорю, там ты с ней встретишься? Такой, нет. Я говорю, как? Ты чё? Нет, вообще мне с ней нечего. То есть ты понял уже жестко, что с ней работать не будешь, и даже встречаться с ней не собирался он, и у него вообще он как отрезал, сказал, нет. Я пишу, Даш, но... А она мне пишет, Лен, жалко, не сохранилась переписка, я прям помню хорошо. Лен, но я не будет же такого, что я приду в дверь, постучу, буду как собачка сидеть, а он мне не откроет. Я такая, нет, Даша, конечно, нет. А потом мне говорит, нет, я с ней не встречусь. Я говорю, Даш, ну он вообще-то сказал, что прям вообще нет, вообще ни Варик не встретится. Она такая, что-то не помню, что она мне ответила. И потом через день я понимаю, что она прилетала, то есть она все равно прилетела, со мной она не встретилась. Видимо, в тот момент она поняла, что все, и я тоже ей не нужна. Хотя я думала, что мы будем там дружить, несмотря ни на что, потому что она была очень классная. Мы, кстати, купили билеты в Рим на... это Жопастая, которая... Бейонсе, на концерт она заплатила, и у меня эти билеты на руках, я хотела ей их отдать, когда она прилетала, но она со мной не встретилась, она встретилась с Женей, они там что-то пообщались, как раз она, видимо, там Жене нагнетала вот это вот весь вечер, и улетела, заплела здесь какие-то афрокосички и свалила в Москву, и все, и больше со мной не выходила, я говорю, думаю, ладно. Я еще у нее спрашивала, как билеты передать, она что-то мне там не ответила, а потом я смотрю, вот эта ересь начинается, когда она начинает, то есть я написала пост про то, что Куцеволова кусок говна. У нас Николюкин работал, помнишь, он сделал картинку. Да. Иван Грозный убивает своего сына. То есть я Иван Грозный с выпученными глазами, а мой сын это Куцеволова. И там такая... Это вообще просто был его креатив, он чисто поржать нам закинул его в чат, прилепил наши головы, типа я убила Куцеволову и сижу с выпученными глазами. И пост в Инстаграм, я могу на него ссылку тоже оставить, написала о том, что ну просто жесть, капец, там трындец. И после этого вскрылось, что у Даши остались доступы. То есть она до этого молчала. Она начала тут же активно защищать своих клиентов. И я ей звоню, говорю, Даша, ты чё? Я говорю, ты работаешь с ними, что ли? Они же просто кинули нас. Я не знала, что она в этом участвовала. Она мне говорит, я помню, мы у Жени, у соседа в гостях были, я не обсуждаю своих клиентов, я не буду с тобой обсуждать свою работу с другими людьми, они мои клиенты, все, типа, мы можем о чем угодно поговорить, но они мои клиенты. Я такая... О чем нам вообще-то с тобой дальше говорить, короче, все, до свидос. И потом полилось вот это говно, когда просто под каждым постом какая-то ересь, рассылки сотрудникам в личку, то есть она писала большому количеству наших сотрудников, обсирая нас и говоря, они вам зарплату не заплатят. Мне кажется, она даже, может, Дубовик напугала, потому что Дубовик быстро после этого прибежала деньги просить, свои назад забирать. И, вот тут вот я поняла, что это полностью неадекватный человек, который применяет методы. Я думаю, если бы у нее там завалялся киллер, может быть, после этого видео, если мы умрем какой-нибудь странной случайностью, то, возможно, это наша чокнутая Даша, она сделала. Она даже, кстати, не скрывала, что это она делает. То есть в Фейсбуке измененная страница главная, и там написано Дарья Остин, да ё-моё. Там в Инстаграм она тоже не скрывала. Не, в Инстаграм она, кстати, писала как бы от моего лица, как будто я тронулась умом и пишу всякую «я тупая сука», я там не могу выучить даже английский, муж у меня вообще, короче, и вы все конченые, мне на вас насрать, короче. И вот это вот постоянно Юра тер, то есть там это ереси было. Мы все не заскринили, потому что он там это быстро удалял, как бы там такой поток маразма был невероятный. И Аня все это приветствовала, она это поддерживала, и она в этот момент платила ей деньги. Прикол в том, что спустя месяцок или два вылез вопль Старшиновой, потому что она и со Старшиновой работала. Меня взломали. Я такая, опаньки, ничего себе. Видимо, кто-то там... И она еще написала, маркетолог, она нагнала мне ботов, она с меня взяла деньги, она там, короче, мой аккаунт разрушила. По-моему, Старшинова до сих пор там пишет вот эти полотна статей, а у нее там 20 лайков. Короче, она ей угробила аккаунт, и она до сих пор из этого говна выбраться не может. И она ее взламывала, и там что-то еще делала, тоже какое-то говно. Короче, человек вот такими методами работает. И Куцеволова тоже спустя время писала, что она просто высосала из них кучу бабок на какие-то там креативы, там что-то еще, короче.
короче. И они вообще чуть не умерли в этот момент, когда вот работали с ней. То есть ты... Основной, кстати, претензия их, когда они уходили, вот Куцевого... Что я уволил Дашу. То есть, наконец-то мы нашли классного маркетолога, зажигалка просто, она хочет работать с высокими чеками, тролливали, а Дима со своим вот этим дебильным характером, который не хочет ничего обсуждать, взял и уволил такую великолепную Дашу. И это тоже было причиной, почему мы решили уйти, потому что с низкими чеками мы работать не хотим, а с высокими мы хотим, а Даша нам даст эту возможность. То есть, мне кажется, они еще, знаешь, что, им всегда было страшно остаться без нас, без управляющей компании, без вот этого насоса маркетингового, без твоих там идей. А Даша, она создала ощущение, что она может тебя заменить и даже больше дать. Но это было ложное ощущение. Они все спустя несколько месяцев обосрались, быстро там начали ее увольнять и плакательные вот эти выставлять свои тоже статьи. Можете почитать, у них там это есть. Вот я то, что нашла, тоже здесь повешу. Ох, сделать бы анонимное голосование. Вы жалеете о том, что вы так поступили? По-моему, у Старшинова даже Женя когда-то говорила, когда они еще общались, что она жалеет. Но уже пути назад нету, но вот она жалеет. Если вы жалеете, у меня обращение тогда к вашим партнерам. Фунт плоти я просить от вас не буду, хотя должен был, но я готов абсолютно закрыть все видео, пойти на мировую, пригласить адвокатов, мы все это с вами зафиксируем. Если на одном условии, если вы компенсируете мне те убытки, которые причинили своими действиями. Если вам это интересно, мое предложение абсолютно серьезное, пишите в личку. Можете скинуться. Да, мы с вами это обсудим. Ну, это почему? Потому что вы прямо сейчас приобрели врагов, которые останутся с вами на всю жизнь. Пока мы занимаемся этим бизнесом, вы будете оставаться нашими врагами. Пока растет наша медийность, а она будет расти постоянно, и вы не представляете, как быстро она вырастет в течение ближайших 2 лет, вы постоянно будете находиться под угрозой и постоянно терять деньги. Поэтому не медлите, вы знаете, куда писать. Сейчас я хочу вопрос Маргарите задать. Как она оценивает ситуацию, которая произошла с нами в 2018 году, когда нас кинули наши партнеры, те, которые были максимально приближены к нам, те, с которыми мы общались, которые жили у нас дома, не знаю, мы отдыхали вместе, росли вместе. И как она оценивает эту ситуацию, почему она вообще, в принципе, произошла? Потому что, я рассматриваю это как предательство прям вот. То есть мне прям больно, плохо было, я плакала, я похудела, единственный плюс. Потому что это единственный раз в жизни. Боже, я гриппом болею, и у меня аппетит не пропадает. Но тут у меня просто как отрезала аппетит. Я просто была, у меня как пришибленная была целых полгода, мне кажется, после этого. И мне интересна точка зрения человека, который был все это время далеко. То есть она была точно таким же партнером, как и все остальные города. Находилась максимально далеко, и общались мы максимально мало. Да, на самом деле, ты была там и в декрете, и я больше общалась там, не знаю, с Куцеволовой и Фомкиной, чем с тобой, на самом деле, да? Да. Как мне помнится. Вот. И как ты... Почему ты не ушла с ними? Предлагали ли они там тебе, списывались, писали ли что-то? Потому что я знаю, что централизованно распространялась там всякая разная информация среди всех. Прям конкретных предложений, что там Маргарита 22 мая, будь готова, мы уходим. То есть такого не было. Каких-то предложений ко мне не поступало. Это все было так завуалировано, какие-то намеки. Это после нашей встречи в Питере, что вот... грубо говоря, такое поведение, там, неуважительное, непристойное, зачем с нами так общаться, мы же партнеры, мы же равны и так далее. То есть, вот такие какие-то обсуждения по мелочи были, то есть никаких не намечалось восстаний, грубо говоря, да, там, каких-то протестов и так далее. То есть, какой-то неприятный осадок остался у всех после нашей встречи в Питере, и на этом все. То есть это был март, и получается грубо говоря, через 2 месяца это все случилось, да. Максимум, что мы обсуждали, это вот эту тему. И все. По сути, у нас не было никаких совместных планов, никаких совместных переписок, никаких каких-то там... вообще, я имею в виду совместных каких-то планов на эту тему. Поэтому... сказать, что мне предлагали участвовать в этом, я не могу так сказать, потому что, по сути, такого не было. Я думаю, что просто... Была ли ты близка с ними вообще? Может, поэтому не было? Потому что была конкретная цифра 15 мая, они все тянули до 15 мая. Да, то есть, понятное дело, что я не могу сказать, что это был не сговор, потому что, не может быть такого, что в один день все уходят. То есть, определенно же, если это было бы так, что один ушел там одного, другого
там 1 числа, другого 15, другого 30, это было бы понятно. Когда это раз в один день все происходит, понятное дело, что это было задумано совместно, да, всеми желающими. Вот, то есть сказать, что как-то оценить ситуацию, почему я осталась или почему я не ушла, у меня, наверное, в голове такого вопроса за все это время ни разу не возникало, потому что... Почему? Ну, наверное, потому что я никогда не расценивала эту студию как свою личную. То есть это, я не могу сказать, что это моя студия. То есть это моя студия такая же, как и твоя студия. Моя студия такая же, как Димина студия. Поэтому я не могу все свернуть, сказать, извините, это не ваше, до свидания, я тут сама разберусь. То есть у меня никогда такой оценки в голове не было. Наверное, поэтому я и не планировала каких-то таких... Восстание декабристов. Ну да, то есть поэтому... А раз у тебя так, я думаю, что, кстати, если тебе завуалированно написывали, ты не отреагировала, то и перестали написывать. А тем, кто отреагировал, там возможно, дальше да. Возможно, то, что вот эти все переписки, которые были, они были... Ну, то ли я такая тютя-матюча, я не поняла, к чему они ведут. То ли, возможно, там... как-то не было от меня такой реакции, которую, да, даже, допустим, ожидали. То есть, или, может быть, не знаю, я, может, грубо говоря, недостаточно амбициозная для таких поступков. Но вот что произошло, то и произошло. То есть я, например, даже если бы, наверное, мне бы сказали, я вот уже ответила на этот вопрос, я никогда не расценивала студию как свою. То есть почему я должна все забирать, если это не мое? Как ты эмоционально оцениваешь вот то, что произошло? Не то, что ты там мозгом анализируешь, а вот что ты испытала в момент, когда ты узнала, как это было, и почему, и вообще? Ну, вообще, конечно, была полная неожиданность, потому что одно дело, что, знаешь, когда это разговоры, типа, вот, ну, а может быть, а стоило бы и так далее, то есть каких-то таких склонениях, а когда это берется и делается, и все уходят, да, там в один момент, и ты просто сидишь, смотришь там в Телеграм, а у тебя все вышел из чата, и ты думаешь, что происходит вообще, куда все вообще? Вот. И потом, ну, опять же, моя, наверное, какая-то наивность, я не помню, кому я написала вообще, что случилось. Ну, и мне написали, типа, ты что, не в курсе? Мы вообще-то ушли от Нечаевых. Вот. И тогда был какой-то момент, я бы не сказала, что какой-то опустошенности, но ты просто ничего не понимаешь. То есть ты видишь, что что-то происходит, но ты не понимаешь, что вообще произошло, почему, что случилось. Ну, а потом просто, когда прошло время, уже там ты рассказала, Дима рассказал, еще кто-то позвонил, рассказал, ты уже все в голове какую-то картину сложил и понимаешь, что, ну, теперь не 8 филиалов, а 4. И, ну, понятно, что ты понимаешь, что там вам тяжело, и у самой тоже там в голове всякие мысли крутятся о том, что вообще было грустно. Я поясню. На момент, когда у тебя 8 филиалов в разных больших городах, когда в каждом филиале там, от 6 сотрудников, там, а в некоторых там, и 10, 12, 14 человек. Короче, большое количество удаленных сотрудников. И все это работает на то, чтобы студии функционировали. И тут отваливается сразу 4 филиала. Более того, они не оплачивают работу вообще всех сотрудников. Они просто уходят, говорят, мы вас знать не знаем, все наше с нами, а все ваши проблемы, они ваши. И мы несем обязательства перед людьми, мы должны выплатить им зарплату. Более того, как бы сокращение не сразу. Мы не сразу поняли, что делать. Люди продолжали работать, и нам надо было продолжать платить им зарплату. И вот это все легло на оставшиеся 4 города. Более того, у меня ощущение, что это же изначально все пошло из Питера, то есть все вот эти запросы по регионам, общение даже с филиалами, с которыми Аня Куцеволова даже не общалась, никогда не хотела общаться, такие как Уфа, то есть ей было глубоко насрать на нее, но они с ними начали общаться, потому что я поняла это со временем. Если бы ушел один Питер, сказал, пошли вы нахер, мы вам ничего не отдадим, у нас было много ресурсов для того, чтобы тут же напротив них открыться и просто не дать им работать, набрать условно мастеров, обучить их, все было бы нормально. Но когда это
это сделали сразу Москва, Питер, Уфа, в Краснодаре филиал. То есть это сразу отвалилась куча людей, на нас осталось много обязательств, и наши ресурсы потекли, ну, как, во-первых, половина ресурсов наших прекратила к нам течь, а во-вторых, мы вынуждены были содержать большую инфраструктуру, которую создавали именно для вот этого большого количества филиалов. И это как бы нас подкосило резко. Не получилось сразу всех задавить. Получается вот такая ситуация. Ну как задавить? Нет, плохое слово задавить. Хотя, блядь, задавить как надо. Для меня вот эти люди, которые так с нами поступили, с моим мужем так поступили, лично со мной поступили, столько лет жизни и нервов отдала там для того, чтобы у них что-то получалось, и они зарабатывали деньги, они для меня не рукоподаваемые особо, более того, я там в рожу плюну, если лично встречу где-то, да. А как для тебя? Ну, я понимаю, что они тебя не кинули, и вроде как вы общались, потом что, вы просто перестали общаться или как? Ну да, если говорить о нашем общении, то, естественно, оно было более плотное на этапах совместной работы. То есть я даже летала к Ане учиться, то есть на волоски я летала к ней учиться, у нее был какой-то курс VIP Advance, по-моему, я была среди ее учеников. Вот. Мы общались более плотно, конечно, до этой ситуации. Если мы говорим о Куцеволовой, она говорит, что ее техникой вообще в волосках она работает 2 или 2 и чуть-чуть года, то есть как раз с того момента, когда она от нас отвалилась. Но она прошла огромное количество обучений у меня, я постоянно дистанционно контролировала ее работу, и она продолжала учиться у меня дистанционно. Она участвовала во многих моих курсах VIP, я ее брала как ассистента, и она училась вместе, более того, она делала процедуры, пока остальные студенты работали, я между ними всеми металась. И вот ты, получается, ездила к ней на обучение, ну, до развала, она уже вела курсы VIP, я ей перенаправила трафик своих студентов, то есть она высосала мой Facebook, мой Instagram, то есть все первые иностранцы, они все были рекомендованы плотно мной. То есть я говорила, извините, у меня запись уже на год вперед, давайте, у меня есть отличный партнер, который умеет делать волоски в Санкт-Петербурге, хаб вам удобный, транспортный, приезжайте к ней. То есть она уже делала волоски, и даже ездила. Да, я к ней ездила учиться. Я не помню, какой это был год, скорее всего, где-то 2017, то есть это в районе этого. Вот. То есть, ну, естественно, наше общение было более близкое, что я даже к ней ездила на обучение и даже жила у нее дома, то есть у нас были хорошие отношения приятельские. Ну, после этой ситуации, конечно, оно сошло на нет. То есть, если мы общаемся, то это прям по каким-то прям совсем вопросам. Я даже не вспомню, каким. То есть, возможно, у нас было пару переписок за это время, но не более. А ты спрашивала у нее после этой ситуации, у нее конкретно, что почему вы ушли, почему вы так ушли? Я не помню. Скорее всего, нет. У нас не было такого разговора, потому что я из твоих уст услышала об этом. То есть я слышала твою точку зрения, и, естественно, я уже ни с кем дальше уже не общалась. По-моему, единственное, с кем мы общались на тот момент, это была Алина с Анилом. А у нее спрашивала? А куда все? Куда все, туда и мы. Да, то есть это было совместное решение со всеми. То есть и все. Как бы, ну, вот, как бы. Просто прошло уже, получается, 2 года, естественно, уже всего и не упомнишь, но, ну, вот, какого-то разговора, какой-то конкретики, какого-то обсуждения с ними у нас не было. Ни разу, ни с кем, потому что, я же говорю, наше общение сошло вообще на минимум. Мы ни с кем не поднимали эти темы, ни с кем не общались. Если до этого Анил с Алиной прилетали к нам в Казани, мы с ними проводили вместе время, ходили куда-то в ресторан, отдыхать, гуляли, то, естественно, сейчас такого нет. Там, если я ездила в Питер, у Ани училась, и мы тоже с ней общались, естественно, сейчас такого нет. То есть это просто вот убыло. Дружбы не было, получается? Но я скажу, не то чтобы дружбы не было, а это были мои многолетние попытки всех друг с другом дружить. У вас ни у кого не было прям такой вот бурной инициативы, а давайте все вместе соберемся, поедем туда, поучимся вместе. То есть я постоянно всех пыталась собрать, потому что так или иначе Алина Рамазанова достигла хороших результатов спустя там несколько лет работы. Там Куцеволова, Старшинова, я на всех много потратила времени, и я думала всегда, что вот
более опытные мастера поделятся с начинающими, с условно начинающими. Все равно опыт разный у всех. И все время пыталась всех соединить вот в эти вот какие-то дружеско обучающие встречи. И получается, что как только вот мы развалились, и общение ваше, в общем-то, Да, тоже закончилось, развалилось. конечно. Ничего. Никто не хотел с тобой дружить, Марго. Абсолютно. Я никому не кабельный человек. Да, точно. Меня даже не позвали в свою банду. Банда без тебя собралась, точно. Меня даже не позвали в свою банду. Я помню момент, когда ты прилетала, это была какая-то зима или что-то такое холодное было. Вот помнишь, сюда, в Краснодар, когда мы... то есть у нас такими волнами было желание больше не работать в этом бизнесе с партнерами, потому что мы получили огромную травму, что Дима, что я прям реально... В какой-то момент ты как будто перестаешь доверять людям, не можешь. Ты вроде знаешь, этот человек вот он с тобой 100 лет, но те же тоже были 100 лет. Прям мы плотно общались, мы дружили и все такое прочее. И вот у меня была такая попытка, мы с Марго встречались, и я ей хотела донести, что я говорю, все, я не хочу, и он не хочет. Мы не хотим больше работать с партнерами, мы хотим, я не помню, на каких условиях, закрыть или что, вы продолжаете работать, мы просто больше не хотим работать с партнерами, все. И я помню, что это для тебя было стрессом, и ты говорила, что для тебя важно именно в большой вот этой команде было работать. То есть ты не хочешь быть просто студией в Казани, ты хотела быть частью. Кстати, Сева тоже самое говорил, что ему всегда интересно было в частью большой сети быть. А что сейчас изменилось? Какие у тебя планы на Москву, допустим, вы там будете сеть внутри Москвы развивать или что? Расскажи какие-то. Но вообще, так как мне это предложение поступило только 2 дня назад, естественно, каких-то там сверхъестественных планов мы еще не построили, но в любом случае мы приняли решение, что это будет школа татуажа Елены Нечаевой и студия татуажа Реброуми. Мы не будем ничего менять, мы будем работать так, как работали. Мы будем пользоваться инфраструктурой, которая была построена, то есть колл-центр, операторы соцсетей и так далее. То есть все эти менеджеры, мы будем работать с ними, потому что эти люди, которые знают все изнутри, и строить это заново, я не вижу смысла. То есть зачем это делать, если это уже было до тебя все придумано и все персонал набран, который знает это все от и до. Поэтому, конечно, мы будем пользоваться этими ресурсами, мы будем работать под этими брендами, потому что, опять же, вкладываться в развитие бренда, какой смысл, если этот бренд уже узнаваем? Тем более, если вы нам даете такую возможность, почему бы и не воспользоваться? То есть я не вижу причин отказываться от этого, тем более условия максимально выгодные, максимально легкие, и мне кажется, такого можно было только мечтать. Такого не бывает. По Москве вообще мы об этом думали, когда с тобой с вами общались, когда, то есть, естественно, такие планы по развитию филиалов в городе были. То есть, сейчас ситуация не совсем благоприятная, да, надеюсь, что мы ее переживем, и дальше мы уже в русло вольемся, и дальше пойдем развиваться. Конечно, хотелось бы это делать, хотелось бы расти, тем более Москва это позволяет делать. Это не Казань, когда ты вот находишься на Чистопольской, и тебе отовсюду могут приехать, тем более в Казани пробок нет, метро есть, ты в любой момент откуда угодно доберешься. В Москве такой перспективы, нет такого, да, такой возможности, что там из МКАДа к тебе придут в центр, грубо говоря. Понятное дело, что хочется несколько филиалов, и хочется, чтобы больше охват был клиентов. Поэтому есть план захватить. Да, мы планируем расти, развиваться. Главное сейчас пережить коронавирус. Да, коронавирус, сволочь, всех подкосил. Мы будем продолжать всегда, когда у нас будет возможность, топить наших врагов. Это больно, мы не отпустим это. Мы прямо сейчас после этого сериала, я думаю, подуспокоимся, но это не точно. Слушайте, ребятки, но если вы такие молодцы, вы правильно и честно поступили, вы можете снять видео, опровергающее абсолютно все, что мы говорим, свою версию реальности. Расскажите, как у вас это было, как вы к этому пришли, почему? Потому что мы, может быть, мы что-то забыли. Да. Мы могли забыть, потому что это прошло столько лет уже. Да? 2 года целых. Нет, мы-то рассказываем, извини меня, там могло копиться всю жизнь. Если у вас есть желание снять ответочку, welcome. Более того, мы готовы встретиться всегда и снять вот такой вот общий план и поговорить. Теперь у нас микрофонов хватает. Я думаю, что если у вас есть желание, без агрессии, бить мы вас не будем.
И вы нас, пожалуйста, да, и вы нас тоже. тоже, пожалуйста, Потому что не там бейте. вообще-то Богдан писал, что я бы их встретил, так что если вдруг я его где-то встречу, возможно, он будет меня бить. Я бы с Куцеволовой еще справилась, но Богдан все-таки покрепче. Идем дальше, короче. Давайте расскажем про увольнение. Почему мне так везет на женщин с нестабильной психикой? То Пунько с этой биполярочкой, то это Даша Остин. Даша Остин, она не биполярная. То есть она абсолютно Четкая тёлочка. четкая тёлочка, очень умная, очень образованная, но при этом у нее, знаете, причинно-следственная связь в ее действиях отсутствует. Объясню почему. Она непоследовательна. То есть, возможно, это... Еще раз, я становлюсь здесь психиатром, малюха. Это какая-то шиза, может быть. Ну, реально. Ну, как? Ну, что с человеком, когда он такой, а завтра он взламывает аккаунт и пишет, что я сучка, и там порно какие-то, я люблю порно. Что там она написала? Ну, там написано, здесь порно, которое любит мой муж, или там что-то такое. Да, здесь порно, которое... Короче, полный трэш. И это был еще один урок, что не все золото, что блестит. Это прям, офигеть какой урок, потому что я сейчас, именно после этого у нас и рекомендации обязательные, то есть никто не устраивается на работу без рекомендаций, никто не устраивается без детекторов лжи, где все прогоняют, все реакции и прочее. С Дашей, почему ушла Даша? Мне пишет Сева, опять-таки. Это человек, мой друг, который живет в Воронеже, он говорит: слушай, Дим, вот такая ситуация, вот диалог с Дашей. И пересылает мне скриншоты. Ну, Ты найдешь? Вообще, не найду. Ну, как бы могу найти, но там просто трэш. Она угрожает там чуть ли не убийством ему. Я говорю, какого хрена? Есть партнер, это инвестор. Она, в принципе, сотрудник управляющей компании. Она может с ним, конечно, общаться, вопросов нет, но при этом крайне, учтиво. Зачем человеку угрожать, зачем так себя вести? То есть сразу же этим самым она ставит себя под удар. Я с ней списываю, говорю: да, что ты вообще, как, что? Да вот так, да он вообще никто, и начинает поливать грязью моего партнера. На которого она работает. На которого она работает, кто ей деньги платит. Я говорю: Даш, я все понял, нам не по пути, пока. Все. Я ее не обвинял, я ничего не делал, я понял, что я ошибся в выборе. И эта несправедливость, видимо, она была очень лояльна, не скажу ко мне, судя по всему, она хотела каким-то образом, чтобы я ушел, и вы остались вместе с ней. Я не знаю, чего она хотела. Я у нее спрашивала, говорю: Даш, ты такая вся великолепная. То есть там у нее какие-то рекламные кампании были колоссальные. Она там рассказывала, там в Париж, там Лондон, там еще что-то. И я говорю: что ты в нас так вцепилась? Что тебе с нами? Ой, вы в такие перспективные, столько вас вижу вообще. Вот выход на американский рынок ее очень интересовал. Но как бы без тебя это бы все равно не сварилось. И я думаю, что она бы с тобой работала прекрасно, но своими методами. Реально такое ощущение, я вспоминаю фильмы, где люди, с которыми ты начинал общаться, оказывались маньяками, например, да? Вот этот мне «Ели мясо мужики» из «Король и Шут», мне тоже песня вспоминается, когда там он сварил свою жену и скормил гостям. Мне кажется, что Даша вот из таких людей, она на серьезных щах может сотворить какую-то дикую дичь. Но при этом она умная, адекватная, вроде бы интересная очень, с ней. И мы не знаем, как это объяснить на самом деле. Тем не менее, получили атаку со стороны Даши, что такое атака на личный аккаунт в Инстаграме, в котором 7 тысяч подписчиков. Это там очень не 7, болезненно. там было больше. Там вот сейчас он застыл на цифре 9 с чем-то. В итоге чувство, наверное, несправедливости или обиды, или то, что ее отвергли, наверное, заставило Дашу поступить так, как она поступила. Хотя я так понял, что это паттерн просто мышления. Это какое-то поведенческие отклонения, которое привело к тому, что она также поступила и с нашими партнерами, которые ее, в общем-то говоря, и приютили. Короче, Женя Якушкина должна была получить филиал просто так. Я сделал предложение, от которого она не могла отказаться, если вдаваться... Можно прерву? Да. Это был момент, когда я испытывала полнейшее омертвение. Я не хотела работать, вообще ничего не хотела, ты тоже не хотел. И чтобы филиал не пропадал, этот краснодарский, вот эта идея возникла у нас, да? И вот ты рассказывал. Да, эта идея следующая. Женя внесла, по-моему, 1,5 миллиона и должна была показать какие-то показатели для того, чтобы мы включили ее в партнеры. А при этом она показатели не показала, все плохо.
Мы говорим, слушай, Жень, ну оставайся, мы 1,5 эти зачтем, а остальное просто за счет дивидендов мы заберем, то есть полгода пауза, ты получаешь филиал практически бесплатно, а потом ты спокойно владеешь половиной. И под давлением вот этих событий, да, вот этих людей, которые постоянно были заинтересованы в том, чтобы ослабить нас, расшатать нас, они ее на самом деле предали и подставили, потому что она могла получить филиал бесплатно, она сказала, нет, я возьму паузу, я подожду. В итоге она ждала там в качестве мастера, она ждала несколько месяцев, может быть, там полгода или год даже. И один из моих друзей говорит, слушай, я хочу зайти к тебе партнером, я очень хочу. Я говорю, слушай, Вань, я не буду тебе отказывать. Это был тренер бизнес-молодости в Краснодаре, Иван. Я говорю, ну заходи. Думаю, тренер, он очень правильные вещи говорит, очень классно. Все, он разрулит все точно. В Краснодаре будет все работать. История о том, что у нас вышло с Иваном и вообще, как у нас с бизнес-тренерами и что стоит от них ожидать, наверное, я расскажу в следующей серии. Вообще про бизнес-молодость. И вообще про бизнес-молодость и про все, что с этим связано. Но в этой серии нужно закончить с партнерами. Самое важное, как позиционируют себя эти люди. Они пытаются построить вокруг себя пузырь другой реальности. И при этом, почему они это делают? Потому что я уверен, что внутри они не сволочи. Внутри они нормальные люди, но им просто невозможно жить в осознании, что они воры, и что они предатели, что они мало того, что украли. Ладно, все мы в Ашане воровали фисташки и лускали их, и пока шли и гуляли, когда у нас не было денег. Я не про это. Они украли у дорогих и близких людей. В этом может быть проблема. О, кстати, они мне все писали, Лена, я так тебя люблю, спасибо тебе, что ты мне так много дала, но вот я вот так решила, и все, типа, назад дороги нет. Я такая думаю, бля. А кто все они? Кто тебя так благодарил? Старшинова мне писала, Куцеволова мне писала также. Я тебе очень благодарна, все, но вот нет, вот мы так решили, все, дороги назад нет. Рамазанова мне писала, я так тебя люблю, давай вообще чуть ли не дружить потом. Да? Да. Самый прикол заключается в том, что мы приняли решение подарить все филиалы текущим партнерам. Текущие партнеры, которые остались с нами и не предали нас, они являются собственниками всего бизнеса. Мы не получаем с бизнеса ни копейки. Мы приняли это решение, потому что мы приняли решение сосредоточиться на пигментах. Это стратегическое направление. По факту мы будем, наверное, оказывать поддержку тем людям, которые работают с нами в качестве партнера. Это Женя, это Марго. Мы подарили, мало того, мы подарили филиал в Москве со всем оборудованием, совсем. Марго и пригласили ее работать там. Сказали, Марго, пожалуйста, пользуйся. Я даже не заикался о том, чтобы нам компенсировали какие-то издержки. Я не заикался о том, чтобы, слушайте, ребят, по 100 тысяч хотя бы скиньтесь. Потому что для меня масштаб, на котором мы сейчас находимся, он не про студии. Он не про то, чтобы оборудование пилить, продавать, а давай лазер продадим, а давай компьютер продадим. Это уже настолько мелко. Мы сейчас с Леной находимся на другом уровне. И даже когда мы оставим эти филиалы нашим текущим партнерам, вернее, когда мы уже это сделали, мы уже оставили, озвучили это им, мы не будем погружаться в операционку и освободившееся время направим на более перспективные направления, на те же самые пигменты. Самая большая ирония этой ситуации заключается в том, что каждый из партнеров, который нас предал и кинул, оказался бы в ситуации, в которой оказалась Женя. Они бы получили и 100, да, и Марго. Они получают и Сева. Все деньги, которые приносит компания. Все, ни копейки мы не забираем. Они получают все активы, то есть это ремонты, кушетки, оборудование и так далее. Мастера с ними остаются. Они получают бренд. Они не платят никаких роялти, они не платят никаких паушальных взносов. И они получают еще и нашу поддержку. Потому что мы ценим этих людей, и мы хотим, после того, через что мы вместе прошли, чтобы у этих людей все было хорошо, мы будем всячески их поддерживать. Поэтому из этой истории я думаю, что можно сделать один вывод. Всегда добро в итоге будет побеждать. Я в этом уверен, хотя я вижу, какое количество мерзавцев
работает в масс-медиа, какое количество блогеров типа Гусейн Гасанова и мошенников и же с ним находится в медиапространстве. Но все равно я уверен, что риски модели, когда вы врете и предаете, они не оправданы тем деньгам, которые приходят к вам в ответ. И если вы хотите жить нормально, жить по совести, и, поверьте, поступать правильно, честно по отношению к своим партнерам и близким, и не предавать, и не обманывать их, это гораздо выгоднее, чем пытаться урвать прямо сейчас. И жить с этим кортизолом постоянным. Прямо сейчас Аня Куцеволова, я вас уверяю, каждый из партнеров, каждый дизлайк под этим видео, которое вы видите, поставлен однозначно нашими бывшими партнерами. И они смотрят, и не могут не смотреть, потому что прямо сейчас я через их голову, через их уши разговариваю с их совестью. Так вот, совести покоя не будет. Пока, потому что ты так поступил. Да, кстати, мне же не только Москва, мне же еще и из Уфы мастера писали, и из Питера писали мастера, что случилось, как это так, с нами никто ничего не обсуждал. То есть от них поотваливалась какая-то часть людей, осталась работать, потому что куда деваться. Кстати, у меня сообщение тем людям, которые с ними прямо сейчас работают. Подумайте 10 раз, стоит ли вам продолжать сотрудничество с людьми, которые предают. Они предали менторов, людьми, которые дали путевку в жизнь, которые дали им все. А как они будут относиться к вам, сотрудникам? У них уже нет имени. Их имя растоптано. Их имя, оно просто полито грязью, причем они сделали это сами. Мы просто рассказали об этом. И после всего этого, как вы думаете, они будут переживать из-за того, что они при увольнении вашем не выплатят вам зарплату? А почему мы молчали 2 года? Вот меня спрашивают. Почему мы молчали 2 года? Вы знаете, я считаю, что мы получили очень тяжелую травму. Это такой удар под дых, я бы сказал даже по яйцам, который тебя надолго положил на пол, и ты пытался прийти в себя очень долго. Если бы мы были, знаете как, сейчас мы можем рассуждать об этом более-менее без перехватывания дыхания. У нас, в общем, мы эмоциональны, но контролируемо. На тот момент она бы ревела здесь, сидела в камере, просто, в кадре вы бы постоянно сталкивались с тем, что она сидит и начинает, я не могу, я реву. Потому что для нас это была очень сильная моральная травма. 2 года прошло, мы отстоялись, и вместе то блюдо, которое должно подаваться холодным, я так подозреваю, оно подостыло, поэтому готово. Тут еще карантин свое дело сделал, нам стало скучно, мы решили записать историю. Нас давно просили, это постоянно всплывает во всех прямых эфирах, а что, а как, а что, правда, она у вас училась, она говорит нет, и это говорит нет. И еще, знаете, после того, как это все случилось, у меня было затишье в Ютубе, я долго ничего не снимала. И Инстаграм там был уничтожен, я его восстанавливала, то есть я с нуля полностью, мой сейчас Инстаграм это только мастера, если там Куцеволова это еще и клиенты, много клиентов. В том числе с рекламы, да. Да, и очень много они на каждый пост с мужскими бровями. Кстати, про аллопеции я ей говорила, Аня, ищи дерматологов, ищи аллопеция, это резонансные работы. Она идет по курсу, который я ей проложила, молодец. Работы отличные, кстати. Так вот. У нас не было, во-первых, снимать это видео, это стоит дорого. Мы потратили на это много денег. А во-вторых, медиа, вот этот вот как бы ресурс. То есть куда бы я выложила это? Что в Инстаграм нулевую, где 0 людей, никто там, никого нету. То есть и мы подсобирали, подостыли. И плюс, я думаю, если бы не карантин, мы никогда бы не собрались. Карантин заставил нас скучать и создать вот этот вот сериал, который будет много лет. Всегда вообще-то, куда ему деться, да? Всегда на Ютубе, в Телеграме, везде быть доступным. Инстаграм-площадка нестабильная. Кстати говоря, с того момента, как мы выпустили первую серию, на наш аккаунт постоянно атаки с этих ботов совершаются. То есть кто это может делать? Совпадение? Не думаю, потому что реально боты пачками, мы несколько раз закрывали аккаунт, потом открывали, чистили его, кто у нас работает такими методами и у кого на это есть более-менее деньги? Конечно, у Богдана Куцеволова. Богдан Куцеволов. Нет других вариантов. Богдан Куцеволов. Даша про нас забыла уже давно. Если честно, отматывая назад, перед тем, как этот сериал мы приняли решение снимать. Если бы я знал, во сколько он выльется по энергии потраченной, мы потратим очень много энергии. Вы смотрите лишь финальную сборку, а это нужно снять, отсмотреть,
потом добавить какие-то вставки, потом снова отсмотреть. Это колоссальное количество времени занимает. Мы каждый раз смотрим с удовольствием. Да, мы смотрим с удовольствием, и для нас это как психотерапия. Как у алкоголиков они признаются. Да. Отпускаем. Мы отпускаем, да. Но при этом, если бы мне сказали, сколько серий будет, я бы, наверное, не согласился, потому что это слишком дорого и слишком изматывающе. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк. Прямо сейчас напишите комментарий, как вам это интересно, иначе мы потеряем мотивацию. В сериале осталось, наверное, еще выйдет 3 серии финальные, после которой вас ждет небольшая революция, которую мы подготовили и которую мы сейчас просто халим и лелеем. Это то, что свернет вам голову, я вам обещаю. Даже если вы уже действующий мастер, вам идея сама просто... Это будет просто один такой переворот. Таяние ледников, и Земля изменила направление. Примерно таяние ледников произошло и в мире татуажа, и мы сейчас тоже постараемся сделать небольшой переворот, который очень сильно изменит расстановку сил. Свои 5 копеек напоследок. У меня даже сел микрофон, говорю в его микрофон. Я хочу сказать, что на самом деле, кстати, во многом благодаря вот тебе, это твои все идеи были. Мы такие революционеры в мире татуажа. То есть мы первые начали говорить о том, что мы работаем тату-пигментами, делать это открыто и обвинять, более того, тех, кто продавал перманентные, а сам работал татуировочными вот в этом вранье, что такие работы невозможно создать разбодяженным говном этим. Мы первые начали снимать открыто, бесплатно раздавать информацию, видеоролики на YouTube, в Instagram, везде, Перископ, все трансляции во всех соцсетях, вообще абсолютно море информации. После нас пошли и к этому пришли и другие мастера. И мы первые начали учить дистанционно и онлайн, но одни из первых точно, и во всяком случае так масштабно. И вот в конце этого сериала, да, мы что-то для вас тоже приготовили интересное, и об этом сейчас расскажет Дима. Я забрала его микрофон. По поводу интересности и всего прочего. Если вы смотрите это видео в Instagram, перейдите, пожалуйста, по ссылке в описании профиля в YouTube и подпишитесь, потому что у нас сейчас там 70 тысяч подписчиков. Мне очень важно, чтобы мы получили еще и серебряную кнопку, как первый российский ресурс, который посвящен татуажу и у которого 100 тысяч подписчиков. Если вы смотрите это видео на YouTube, подпишитесь. Нас очень мотивирует то, как вы реагируете на эти видео. Лайкайте, комментируйте или подписывайтесь. На этом 2018 год, вернее его половина, самая ответственная, самая серьезная, закончилась. А какие выводы я из этого сделал? Первое, конечно же, мы перестали доверять людям просто так, и мы стали проверять их на детекторе лжи. Второе – это то, что даже самые близкие люди вас могут предать. И что бы я изменил, я бы, наверное, меньше доверял людям, потому что моя позиция была всегда такая, что они партнеры, они на равных. Мы должны с ними все обсуждать, мы должны им все доносить, с ними нужно считаться, с ними нужно все перетирать и брать на них согласие, прежде чем что-то делать. А на самом деле они этого оказались просто недостойны. И нужно было просто, поступать с ними так, как они этого заслуживают. И последнее – это нужно защищаться. Обязательно двойная аутентификация через Instagram. Обязательно, если мы говорим о защите профиля и информации. Обязательно двойная аутентификация других социальных сетей, CRM и прочее. Никому не передавайте доступа, потому что есть вариант, что человек, который кажется вам сегодня хороший, на самом деле такую вам подложит жабу, которая просто все вам испортит в этой жизни. Я согласна. Всем пока. Я выдохлась.